Добрый вечер всем. Сегодня у нас Conan Exiles. С вами, как обычно, я, Firefly. Да ё-моё. Ты спрячешься сегодня? О. У нас планы. У нас большие планы. Давненько мы не запускались. Вчера срочно появились дела. Пришлось отложить стрим. Но сегодня мы должны наверстать упущенное. То у нас... Так, у меня еще 5 характеристик. Вкачать мастерство. Грузоподъемность 70. 70 килограмм это ничто. 75. Хотя бы 145 уже получше. Оу. Мы пошли сидя. %44 загруженность. Сейчас возьмем кого-нибудь. 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 Наверное, Долинсию возьмем. Пойдем пофармим. Так, что у тебя по характеристикам? У тебя, кстати, прекрасные характеристики. Надеюсь, проворство их не испортит. Секунду. Ну да, мы, в принципе, тебе дали доспехи. Такие более-менее. Запас сил. Блин, тебе ноги чем поменять. Ну нет, явно не отсюда. Ладно. Пойдемте в безымянный город. Сейчас только жрачку возьму. И нужно будет нам бурдюк. Да? Хороший бурдюк. Блин, я забыл, чем кормить пауков. Кровью демонов вроде, да? Пойдем сходим, посмотрим, что там у нас в заповеднике творится. В нашем дендрарии. У нас ни одного большого волка. Серьезно? И что ж мне с вами делать? Ах, волки позорные. Ладно, пойдем пауков выращивать. У нас там есть яички. Яички паучьи, которые уже вылупились в маленьких паучков. Сейчас мы им сделаем... Так, кровь демона с тенецветом. Так. Ну, давай 6. Или погоди. У нас еще есть моллюски. Но моллюски... Моллюски это для... Кстати, да. Пока готовится. Быстренько возьмем сейчас моллюсков. И еще 5 приготовим. Фу, не 5, а нам нужно 2. Есть. Так, что тут у нас? Оно все пропало. У нас все пропало. Ясненько. Нам нужны личинки. Хрустящие, вкусные личинки. Так. Кто у нас траву собирал? Ты у нас траву собирал, да? У тебя личинки. Кстати, пчелы вроде тоже сгодятся. Так, и у нас еще один был. Если не будет здесь, просто пойдем наверх. Там у нас есть куча компоста. В компосте заберем и не будем париться. Так, ты у нас камни собираешь. Кто у нас собирает траву? Где-то он... Уточки был. Не вижу. Неужели их убили? Блин, серьезно? Ну ладно.
Что ты там качаешь? Нормально. Одно проворство. Если она так и будет по одному проворству за уровень качать, а все остальное будет уходить в силу и живучесть, это будет кайф. Это будет такой кайф. Это будет балдежно. Так, ладно. Купаем сюда. Опачки. Это ты. Это ты. Пухлого мяса не хватает нам. Что у нас тут? 30-очка. Ну, приемлемо. Идем дальше. Вот ты где. Окей. Так, вот это вот все мы забираем у тебя. Это мы все выкинем. Семена люпена, дрожжевых. Опять собираешь всякий хлам. А куда уже пропали личиночки? Я их съел? 3 штуки? Или они испортились? Не помню, чтобы я ел личинок. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Сюда. А сюда пчел закинем. Так, пусть делается. Пойдем закинем пауков. Янес, братан. А что ты у нас здесь делаешь? Мы же тебя отправляли вот сюда. У тебя, кстати, кушать есть? Блин, у тебя кушать нет, да? Давай мы удалимся и заберем. Сейчас мы ей дадим. А тебе на защиту нужно. Все, вперед, работай. Так, нам нужны паучки. Блин, надеюсь, они не весят по 50 килограмм. Сука. Они весят по 50 килограмм. Нам нужно будет еще волков вытащить. Вытащим волков. Так, ладно. Да, ё-моё, куда ты уперлась? Опа, а почему так? А, мы сделали больше, чем надо. О, а тут сразу показывает, какой паук вырастет, или что? Блин, паучки, я не знаю, что с вами... Ой, волчки, что с вами делать вообще? Так, у тебя как? У тебя там носороги вместе с кашей. Блять, выкинуть их херам собачьим. Ну, просто бессмысленно, я не знаю. Ну... Отпустить их тогда, что ли? Можно, конечно, вот сюда их поставить. Пусть сторожат, как верные псы. Расслабляйся, кайфуй. Так. Даже носорог весит 50. Смотря на его размеры. Не знаю, эти бесполезные носороги, они трусливые. Их стоит только ударить, они сразу разбегаются. Ну все, берем хавку, берем зелье и в безымянный город. Хавка, зелье. И, возможно, надо будет взять с собой пир. Так.
3. Хватит. Сытный пир. Съедаем носорожий, берем с собой сытный. Берем 2. Они хранятся долго. По 6 часов, так что все норм. Водичка у нас есть. Берем зелье. И вот таких зелий тут же возьмем. Так. Вроде как все. Что нужно было, мы взяли. Это взяли, это взяли. Что еще бы нам взять такое? Плотники, хуятники. Ну тут еще зелье есть. Оболы возьмем на всякий пожарный. Все. Сет у нас, кстати, надо будет его немножко подкачать еще. Так, безымянный город, безымянный. Угу. Вперед. Ой, скверно. Блин, не очень правильное оружие подобрали. Потому что на скелетов не вешается. Ни кровотечения, ни хера. Надо было лук, наверное, с собой взять. Надо было взять с собой лук. Я кашу не взял, да, Линси. Да что ты будешь делать? У меня и серпа с собой нет, да? Утро доброе, блин. ПРСС 85. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать к нам. Надеюсь, тебе у нас понравится. Сегодня вот мы проходим Конан. Так. Блин, да Линси без каши. Черт подери. Я ни серп не взял, ни хера не взял. Как же так? Придется вручную собирать? Да тут и травы-то нет. Здесь собирать-то нечего. Так, пойдем сердце героя возьмем. Оно нам пригодится. Блин, неужели придется... Чем тебя кормить, Долинсия? Где там? Вернись. Ау, ау. Ай-яй-яй, прям в колено прилетело. Мадам Долинсия, ты где? Сос, меня обстреливают со всех сторон. Эх ты ж тварь. О, походу она подключилась. Еще и скелет приперся. Оп, чувак. Не обижайся. Вот ты первый на меня напал. Ладно, блин, лошадь забыли взяли. Все забыли взять. Как же так? Кстати, ремкомплект. Кирка-топор нам не нужна. Сердце героя заберем. Шкура волка. Ладно. Блин. Нам нужна кровь. По сути. Он еще и шкуры собирает, да? Это прям и нож с корняка, и... Все в одном. Так, плоть нам не нужна. Лишний вес. Шкура тоже не нужна. Кору я тоже зачем взял? Лошади с собой не взял. Что?
Кто-то на меня дышит. Так, по... Угу. Пойдем сначала вот сюда. Попробуем аккуратненько их забайтить, чтобы не полечь самим. Ты где? Идешь, нет? Блин, их слишком много. А мы без каши. А мы без нихера. Пробуем. Здесь Долинсия не умрет. Она, в принципе, вне боя хилится. Ну, дамаг неплохой. Даже больше, чем у меня. Оу. Да что? Кто вы? Люди. Не надо. Вон того лучника, пожалуйста, тоже. Чпок. Блин, она без каши качается. Сейчас она накачает всякой дичи. О, молоток серебряный. Серебряный, стальной молоток. Так, давай, иди. Оп. Я пока тут подберу. Стоять! Брысь. Так. Блин, ветки нужны. Серьезно. Ветки, ветки, ветки. Где мой топор? Угу. Блин, надеюсь, у тебя семена будет. О, стамина кончилась. Не-не-не-не-не-не. Есть. Алоэ. Охотничья маска. Что за охотничья маска? Легкий доспех, ночное видение. Ой, ёб твою! Мои глаза! Я чуть не ослеп. Ясно, ночью будем ее пробовать. Но, кстати, она не таким прям зеленым цветом отдает, как вот этот порошок, который дает ночное видение. Та хрень прям вообще глаза выедает. Как самый дешевый ПНВ. Так, обычно вот тут еще есть сундучок. Сейчас мы его проверим. Привет, скелетосики. Ага, есть. Ну а теперь... Блин, почему нельзя каменный серп сделать, собрать, закрафтить? Без серпа и жизни там мы сейчас не сможем ничего собрать. А нам нужна каша. Каша нужна. Уже достали. Да что с вами не так? Так, нет, нам не сюда, не сюда. Я уже потерялся где. А, вот, вижу. Два осколка есть. Надеюсь, нам повезет и выпадет кинжал. С ядом. Блин, у них, а? Какие они приставучие.
Блин, стамины нет. Стамины нет, а мне пинают, напинывают. Ай-яй-яй-яй. А она за одним увязалась, и все. Так, есть, есть. Жесть. Это у меня? Вот у меня опять забыл из ВК выйти. Секундочку. Ага. Все. Теперь нас не будут беспокоить. Ой, скверно копится. Жесть у нее радиус. А, ну да, тут же еще сам этот. Сама библиотека скверно накидывает. Раб первосвященник. Жесть. О, темно стало. Есть варик, надеть ПНВ. Но нет. У нас есть факел. Кстати, уголь можно лучше взять за место древесины. Уголь легче и дольше горит. Так, пойдем. Посмотрим. Свиток. Нужны... В смысле? А, у меня 2 было. Разочка. Что такое вообще? Ножки от стола. В смысле? Ножки от стола. А, розочка, блядь. Разочка. А, погоди, кинжал, это типа... Или подожди. А, нет, это как кинжал идет. Просто у меня есть такая дубинка. Только одна бутылка. Так, и что там еще было? Ножка от стола. Жесть, 54 единицы урона. Мы учат в этой библиотеке. Это что-то странное. Ладно, валим отсюда. Пойдем еще пособираем. Не, кстати, можно рвануть в этот погреб винный. А почему? А. Кстати, вот ночью неплохо. Маска ночного видения прям охренительная штука. Она не так выедает глаза. Давай ты вернешься, пожалуйста, Долинсия. Потому что так надо. И мы пойдем. Давай скелет ящерицу убьем. Может, с него копье упадет? А, не с него же копье падает. А с него какая-то пушка прикольно падает, вроде как. Жесть, у меня спина вспотела вся. Сидеть. В это время нужно, наверное, начинать со стримов в джакузи. Нож скорняка. Стрелы. Так, что-то светлее, да? Угу. Оно неправильно светлеет. Оно вроде и светлеет, а вроде и потихоньку поднимается так.
Жесть. Наглая ты скелетная рожа. Я тут скелетон кинг. Тебе нечего здесь делать. Ты просто умрешь. Давай, давай. Долинси даже без каши умудряется втаптывать в пол. Что это? Не. Какая-то дичь сломанная. Так, у нас еще один осколок. И еще один осколок. Воин нежить у нас есть. Или погоди, мы его убили? Нет, мы убили вот этого. Воин нежить должен быть на мосту, да? Сейчас проверим. Угу, вроде здесь. Или не здесь? Ох, лучше бы с кого-нибудь из вас серп выпал. Он еще и руками дерется. Наглый скелет. А, он под мостом. Понял, понял, принял. Так. Вот он. Так, сначала вырубаем мелких. Угу. Давай вперед, Долинси. Что у тебя, кстати, по статам? Блин, ты уже начинаешь качать. Так, ладно, я пока лучника погноблю. Нет. Блин. Ух, засранец. Оп, оп. Ну, шустро бьет, по крайней мере, клинками. Несколько ударов наносит. Это помогает довольно-таки быстро разбираться с врагами. Что с него? Угу, угу. Доработка. Грубая каменная миска. Миська. Не нужна. Ладно, пойдем обменяем, посмотрим, что вкусненького еще нам даст. Ау, чуть не упал. Зачем я вниз спустился? Блин. Ах ты ж. Не подумал немножко. Немножко не подумал. Так, нам же вот сюда, сюда. Правильно, правильно. У нас был план, и мы его придерживались. Но у меня кончилась стамина, нам придется немножко передохнуть.
Так, погоди, это я тут устроил развал черепным коробкам? Вроде нет. Или они не успели резнуться еще просто? Сразу кашку. Блин, я с собой таскаю корм паучий. Надо бы его скинуть в холодос. Кинжал с ядом. Шикарно. Шикарно. Скрепы мертвецов. А, вы уже знаете. А что я знаю? Откуда я это знаю? Что за скрепы мертвецов? А, это вот эти штуки. Кайфовая прям. Штучка. Дарючка. Так, выход. Пожалуйста, мне. Все. То есть сразу можно в Сепермиру. И оттуда уже плясать. Так, нам вот сюда, да? Нам сюда, оттуда, куда мы выйдем, откуда мы выйдем. Отсюда или отсюда? Будет лучше, ближе. Сердце героя есть, наверное, не будем пока. Там у нас стоит телепорт. В этом телепорте у нас стоит барышня. Возле нее потремся. А может и об нее. И скинем немножко скверны. Выплеснем, так сказать. Па-па-пам. Тут выход. Ну, маска ночного видения, ты прям балдеж. Сейчас как раз скоро в погреб пойдем. Нужно будет бурдюк вытащить оттуда. А в этом погребе, как обычно, темно. И с этой маской прям кайфовать будем. Будем кайфовать. Опа. Ну давай, скелет. Что у тебя есть? Выворачивай карманы. А у тебя что есть? А у тебя ничего нет. Скелет без нихера. Тут по пути нет боссов? Красный дракон, он не считается, не хочу к нему идти. Он слишком жирный. Были бы пауки. Возможно, я поигрался с ним. А так, без пауков. Не бурчи на меня. Иначе это может плохо кончиться. Вы посмотрите на него, он бежит за нами. Угу, мы вышли. Мы вышли, а вот оббегать гору неохота. Какой-то человечек нам построил здесь мост. Лестницу в небо. Я благодарен ему за это. Кстати. Никогда не думал так использовать стены. Угу. Только не говори, что он нам прям до Сепермира дорогу положил.
Нет, нет. Но все равно балдеж. А, ты вернулась. Уи. Ау. Так, погодь. Вон наш. Вкусный домик. В нем сейчас и посидим. Перетрем, кстати. Ё-моё. Черт. Я здесь разве костер не разводил? Семена, семена, семена. 11 штук. Блин, по сколько семян тратится на хавку? Ладно, неважно. Сейчас проверим. $14 по 10, 140. Нормально. Нормально. Так, насекомых тоже выкидываем. Блин. Вот тебе немножко каши. Тащи. Жри и тащи. Кофе пролил. Хорошо, что она только капнула. Ой. Я скриншот сделал случайно. Что там? По одному семени используется. Семени. По одной семечке. Блин. Давай тащи. Снимай с нас скверну. Вернее, с меня скверну. Ля, красота. Так, каша есть? Каша есть. Кинжалы с ядом делаем? Делаем. И нам... Пустынный дозор. Есть. Так, сразу давай каши посмотрим, что там у нас. Угу. Молодец. Блин. Нужно было оставить, да? Камень силы. Ладно, сейчас по сундукам пробежимся. Есть такая вероятность, что... Тихо, иди сюда. Что у нас есть... В каком-нибудь из сундуков один камень силы. Нам нужно будет сделать. Жесть у нас скверный, конечно. Но мы скверно выглядим. Кстати, а почему вы так выглядите? Ну-ка, блин.
Почему они показываются странным образом? Это бред. Угу. Так, холодос. Кровь демона сюда. Это не кровь демона, святая. Священная кровь. Священная кровь. Так, давай по сундукам пороемся. Так, давай сразу сюда скинем. Нету. Тебе еще. Так, серебряные монетки тебе немножко. Походу у нас нету. Так, сердца нордхеймцев. Такое себе. Так, здесь может что-нибудь есть. Бодрости к здоровью, к доспеху. Урон силовым. Яд пустынника. Блин, неужели нет? Интересно, если я разберу. Какой-нибудь ядовитый предмет с него выпадет? Ладно, давай проверим, может. Нет. Все-таки нет. Так, ядовитые кинжалы. Да. Нам нужен осколок силы. И сразу их можно будет внешку поменять. Царя-убийцы. Блин, прикольно выглядят царя-убийцы. Они такие вроде и стандартные, а вроде немножко не стандартные. Стул, ладно. Ножка от стула. Стула-ножка. Ножка стула. Стола-ножка. У тебя тут нет ничего интересненького? Нету. Так, доработанные укрепленные детали. Это мы сюда, это мы выкидываем. Святую кровь мы сейчас уберем. Поврежден. А нахера? Я на него сейчас еще тратить буду. Так, давайте серп возьмем на всякий пожарный. Да? Я тоже так думаю. Так, нож с корняка возьмем. Где мой серп? Так, это возьмем. Серп. Вы видите серп? И я не вижу. А он есть. Скорее всего, не в этом сундуке. Скорее всего, где-то здесь. Блин, и здесь нет? Как же так? Неужели? Лук. Стоит ли брать лук? Ну, это придется стрел брать сразу соточку, а это сразу несколько килограмм лишнего веса. Так, ладно, пойдем стрелы возьмем тогда. Так, стрелы. Блин. Наверное, придется стрелы из слоновой кости брать. 200 должно хватить. Я так надеюсь на это. И что? Что еще? Серп. Так, сначала закинем рецепт. Вот сюда, наверное, его закинем. Или погоди. Так вот, я закидывал рецепты. Отбивальщики.
Ну, выкинуть можно. Нафиг здесь не нужно. Только место занимает. Что-то всех дверей. Щит. Нам нужны щиты. Хотя сейчас на данный момент они нам не сильно нужны. Поскольку мы не собираемся никуда чапать. Блин, я серп не вижу. Ладно. Не вижу, не вижу. Так новый сделают и все, что парится, да? Сейчас бы еще переживать из-за серпа. Так. Ахеронский серп лучше, чем из закаленной стали. Ой, из звездного металла. Или нет? Меня вот в чем вопрос интересует. Ладно. Пусть будет серп из звездного металла. Вроде все забрали, все, что нам нужно. Так, бурдюк. Топор. Зелье, кстати, вот этот. Палочку. Ну, блин, надо попочинить ее, конечно. Мне кажется, лучше новый сделать. Героя. Закинем вот сюда его. Тихо, там были подштанники. Плюс 3 к силовому. Да, я тоже думаю. Ну, сейчас мы пойдем в подвал. Погреб. Так. Заступника. Немного меньше, но зато больше силовым. Урон силового плюс 3. Не. Термас. Так. Где мой серп? Есть, все. Вроде все взяли. Пожрать с собой возьмем что-нибудь еще, что не сильно много весит и что можно будет по пути слопать. 30 минут. Жесть, оно всего 40 минут держится. Нахер надо. Я его довести не успею, он испортится. Хлебушек как там живет? Нормально. Ой. Половину скинем. Сейчас проверим ловушки для лобстеров. Что там у нас поймалось? Что такой буйный? А, ты тут с волками дерешься. Да. Вот я о том же. Вот единственный минус то, что на них, на мертвецов, на скелетов не вешаются кровотечения. Опа. Что так мало? Ой-ой-ой. А, 50 есть. Я думаю, что так мало? Всего 27. Ну, я лук для этого взял, чтобы издалека постреливать. Луком можно будет выбить. Какая-то херня летает по дому. Маленький дрозофил, откуда вы взялись? А у меня вот такая штука есть. Сейчас просто слишком светло, поэтому она так по глазам бьет, а когда темно, она прям хорошо светит. Но надо будет
факел вообще этот выкинуть, новый сделать, потому что я его случайно починил с помощью вот этой херни. Где она тут? А, нет, на 3-м этаже. Ну, заточное колесо. И у него немножко сломалось этот. Вот с помощью этого херни. Немножко уменьшилось. Поэтому сейчас мы возьмем светящуюся массу. Где-то тут была. Блин, 3. Да я просто проверял его. Поэтому поставил. Так. Нет, кости не тут, кости вот тут. Да, сносил. У меня вот там пару карских доспех с него выпало. Это легкий и средний. А, что я здесь-то парюсь? У меня же в этом есть. Лепортус. Угу. Когда он начинает всякую хрень призывать. Так, носорожий хребет. Блин, далековато мы, конечно, поставили телепорт. Ну вот, типа, нормально, не сильно-то прям так по глазам бьет. Ой. Маска, конечно, выглядит, мягко сказать, бухлосов в течение Москвы. А, блин, надо было сердце героя с собой просто взять. Я его прям выложил. Ладно. Сейчас скинем. Скверны. Нормально будет. Блин, как же спина потеет. Вроде на улице не жарко. А сердце героя портится разве? Блин. А я его закинул в этот. В обычный ящик. Кстати, я не знаю, есть у меня это бухло. Я пивовар вообще толком открывал, нет? Блин, если портится, это печально. Нордхеймское, да, оно, блядь, там лежит годами, ему ничего не будет. Скорее всего, на него действует проклятие Эмира, и оно постоянно замерзшее. Можно в карман его положить, в жару ходить, остужаться. Так, выживание. У нас 20 очков есть. А, ну я тут все изучил. Нужно только пивовара найти. Блин, а у меня, наверное, рецепта-то нет. Нужно будет рецептов подобывать. Я не помню, какие я открывал, какие нет. Блин, тут не показывает, да? Какие рецепты я открыл. Приманки непонятные. Зелье ночного зрения. Мы, кстати, так и не попробовали его. Ну, скорее всего, он действует так же, наверное, как и этот порошок ночного зрения. Убейте кошачьих, срубите деревья, победите пауков.
Посетите святилище Оракула. Так, все, мы скинули скверну. Чопаем отсюда подальше. Так. Блин, реально... А, ну я бы не смог бы построить рядом, потому что там уже рядом стоит. Ну, можно было бы хотя бы на этом уступе, наверное, сделать. А хотя его не было до этого. Мог бы построить я рядом. Да. По номерам показывается. А здесь оно показывается? А, да, третье. Ну, надо будет пивоварение поискать. Так. Я пришел грабить ваш винный погреб. Блин, мадам. Давай без этого. Нам сейчас не до них. Нам винный погреб надо. Единственный минус маски на ночное видение то, что кто-то здесь уже, короче, бродит. Угу. Надо будет поискать. Так, ну этих можно не бить. Можно просто мимо пробежать. Кстати, вот с нее сердце героя, да, падает вроде? Привет. Лысая башка, дай пирожка. Оп. Ай. Включайся, ёб твою. Ёлки-палки. Да куда ты стреляешь? Ну прям в него ж попал. Что за дела? Ай. И так норм. Черт. Ох, жопа, скверно накидывают же они, точно. Мадам, может, ты будешь по нему бить уже? Как-то не очень мне приятно, когда кровотечение пытаются навесить. Стрелы. Так, что там у тебя? Ну, норм. Пусть качает силу. Суп из алоэ. Кстати, оно вроде у меня открыто. Ты посмотри на него, а. Мерзкий скелет. Тупо начинает бить. И прерывает мой каст.
Ты чё на него смотришь? Понравился, что ли? Бей его. Блин. О, халявный пир. Собака сутулая. Еще кровотечение вешает. Засранец такой. Не знаю, мне нравится, прикольно светится. Не сильно засвечивает. Ничего ценного нет. Эти же факела не обязательно включать. Они просто для освещения дороги, типа, сделаны. Еба. Артиллерия с копьями. Целая армия прибежала. Просто у меня нету одноручного оружия, чтобы я бегал с факелами и оружием. Поэтому, как бы, предпочтительный не был факел. Мне просто с ним неудобно бегать, каждый раз переключаться. Так хотя бы попроще. Небольшой туман, да, но зато видно лучше. Тихо. О, еще хавка. Да, ё-моё, не то съел. Чанский. Винишка. Ирка. Да ё-моё. Пролазь. Да пролазь. Чего? Паутина. Серебряные слитки. Ну да. Сзади бить, конечно, хорошо. Так, мы от всех скелетов избавились. Блин, просто вот этот засранец болючий. Он, конечно, слабенький, но бьет сучара больно. Поэтому будем ему стрелять по ногам. По ногам и в голову. Вот так тебе, скотина. Жесть, я уже столько стрел истратил.
Мгм. Ну да, носильщик топовый по грузопереноскам, но, блин, он урона почти не вносит. Но зато может неплохо танчить за счет своего жирного тела. Блин, а я лошадь с собой не взял. Можно было, в принципе, лошадь не дать. Черный лотос. Не забрал. Приветики. Да, черепаху надо будет поискать. Ну, она же дальше вроде не здесь. Так, все, больше ничего нет. Вроде дальше должна быть. Там, где зомби-черепахи. О, мы уже рядом с черепахой. Блин, как так? Смотри на этого скелета, он уже не знает, куда залезть, блядь. Кого ты... О, светящаяся масса. Нежданная прибавочка. Ай, как ярко. Так, черепаха внизу должна быть, да? Вон она. Она, кстати, с кем-то там воюет. О, блин. Ну, воевала бы дальше, что ты за мной-то бежишь? Ого-го, какой ты болючая. А может, ты сначала черепахой займешься, а потом скелетом? Посмотри на этого шкелета, а. Наглая куча костей. Да, куда ты? Прям перед тобой скелет. Но ты решила держать цель черепаху? Жесть. Жаль, кровотечение не вешается. Был бы вообще такой балдеж. Блин, а он как с нее выбивается? С помощью кирки? Или он типа в инвентаре должен на нее попасть? Кровь демона. Не. А, в инвентаре. Ну, ясненько. Значит, мне повезло. Можно будет сейчас тогда сбегать, убить одного засранца, забрать осколки силы и вернуться сюда. Так, тухлое мясо выкидываем. Кровь демона оставим. Или камень выкинем. Сейчас мы убьем еще парочку боссов. Просто, блин, как бы и самого главного босса тоже убить надо бы. Поскольку с него падают рецепты к хардской броне. Ты посмотри на этого скелета, блядь, он вообще не промахивается. Он в любом случае попадет тебе либо в ногу, либо куда-нибудь еще. У вас глаз да даже нету. Ну что за... Как вы вообще целитесь? Понять-то не могу.
Опачки. Она только что сундук снесла. Серьезно? Можно ломать сундуки? Навоз. Вот, у него вместо мозгов навоз. Не, я просто не ожидал. Раньше не было такого вроде. Ни разу еще не ломал. И тут Долинсия влетела молотками и снесла сундук. Кстати, можете эликсир выносливости дать. Ой, ёпты. Вы чё, ребятки? Чё это удумали? Так, а вот и наш боссец. Блин, какого хрена у меня кирка вместо катаны? О, ну нахер. Вот этот удар. Без фиксации цели это прям такое днище. Она просто сквозь тела проходит. Да я и золото, и серебро подбираю, все подтягиваю. Оно в любом случае пригодится. Так, тут я пролутал все. Нет, вроде. Ну ладно, ничего не страшного. Ничего страшного. Пойдем убьем этого паразита. Блин, там туман. Лошадка! Жесть, как же он лупит больно, я не знаю прям. Что это такое? Сохранившийся харский меч. Ну ладно, возьмем. Что? Прикольно выглядит. Погоди, а где еще сундуки? А. Так, книжка где-то здесь. Это возьмем. В текстурах вроде даем. Убери кинжалы. Блять, из-за этих букв ни хера не видно. Так, это у нас книжка. Ситали ее, мы ситали. Погоди, что только два? В смысле? Обычно же больше было сундуков. Печально, всего два. Да тут всего два приспешника. Нет смысла прям затягивать бой. Так, а я потом смогу назад выбраться? С ластового босса-то. Какой-то спуск есть. Я тоже чуть не помню. Вроде ворота не открываются. Вроде открываются только на выход ворота. Блин, тут что за проход? Только сундуки, что ли, здесь лежат? Суп из семян. Понимаю. Я вернулся назад.
Загорелся наконец-то. Да, тут данж. Вот это, наверное, самый большой данж из всех, который здесь есть. Ну, вернее, вот по проходам. Прям такой. Так, а ты у нас не реснулся, да, еще? Сколько он? Минут 20 трясается. Ну, успеем еще одного босса убить. Чего нет? Осколки силы халявные. Ух ты. А ты откуда пришел? Откуда пришел, туда ушел? Не возвращайся. Блин, как это выглядит хотя бы хардский меч? Хочу посмотреть. Блин, прикольный. Ну, не то, что забавный. Еще светится так. Да ё-моё. Так. Вот тебе еще немножко брони. Чего? Световой меч Джедайс? Это типа пародия на джедайский световой меч? Это что такое? Дворфский топор. Ну да, в игре я видел отсылочки. Парочку. Чайся, блядь. А вот и босс. Ой. Так. Сначала убиваем приспешников. Еще пинаются, блядь. Ну, этот не такой прям жесткий был. Но урон все равно лютый носит. Так, тихо. Здесь должен быть... А, нет, не здесь сундук, да? Сундук я уже подобрал возле одной колонны. А, нет, вот он. Это что? Черная и в то же время не черная краска. Привет, экстра. Стрим разработчиков? А, вот, кстати, я не знаю. Я вообще за новостями Конана не следил. Надо будет посмотреть. Блин, ну опять же, не знаю английского языка. В принципе, я не знаю, если на ютубе, то можно будет этот подключить. Перевод он там, может быть, что-нибудь да переведет. С помощью Яндекс.Переводчика, а так... Надо посмотреть. Так, ну... 2 месяца назад был.
Последний стрим. Это, короче, давно-давно было. Это было? Еще кахарская сталь. Так, что за проход? Блядь, скелет. Ненавижу скелетов. Иди разберись с ними, пожалуйста. Я пока тут сундуки поищу. Пятилетие багов. Ну да. Вот это когда они тортики дарили из железа. Так, а чё вы? Мы же вроде драться собирались, нет? В 6 часов по МСК? Или по какому там у них времени? Или по ихнему там? Забугорному. Опа. А, блин, я думал, с него этот выпал. Жесть тут. Новый век. Ну, посмотрим, что за новый век они там пообещали. О, и хор, серьезно. В сундучке. Понял, что за проход. Тут я был. Я тоже собираю. У меня сейчас как раз дохерища этого. Навоза. Компоста качественного. И можно прям насадить этих лотосов. Можно его посушить на семена, а потом просто насадить, и он быстро окупится. Посмотри на него, а? Наглая рожа. Ну, блин, а я смогу я не смогу запустить, потому что у меня же игра запущена, надо перезаходить. А можно же просто у них на этом посмотреть. В сообществе. По-любому там что-нибудь допишут. Показать. Так, 17 мая. Последняя хрень была. 22 мая в 5 после полудня сест. Это что за время сест? Это у них там свое? Это европейское время, короче, на час назад от московского. То есть через полчаса должны стрим запустить. Ну да, вот в 6 по МСК запустят сегодня. Можно будет посмотреть, почему бы нет. Подожди, а у них на Твиче и на Ютубе. На Ютубчике можно глянуть. Сейчас я проверю, можно вообще запускать? Да, можно будет попробовать перевести. Ё-моё. Вы застряли в землях изгнанников, и у вас были личинки. То да, вы справились, вы справились. Вы правильно их приправили. Я думаю, что это Вы было правильно их прекрасно. приправили. Ну, хоть с таким переводом, но... Но можно будет посидеть. Так, Конан 5-летие юбилей назад. Пожалуйста. Как у них...
Всё, должно оповещение прийти. Подожди, а почему ты решил, что в 22:00? Просто это написано разные времена. Это типа у них 5 вечера, получается, после полудня. А ЕДТ время это до полудня, то есть утреннее время. То есть там у них будет 10 часов, 11 часов утра. В одно и то же время запустится. У них не будет разницы. Они в одно и то же время запустят. Просто у них там 2 разных оповещения. Так, полчасика у нас есть. У нас, кстати, скоро должен черепашка рисунуться. Блин, а все, да, вроде? Больше боссов не будет, только ласт босс остался у нас. Или будет еще? Что я не помню. Блин, я же ему так хорошо голову срезал. Че она не отлетела у него? А, это я назад вернулся. Ладно, пойдем посмотрим, может. Блин, а сколько мы уже в этом данже? Он успел отрезаться, нет? Ой. Ну, скелеты резнулись. Ё, а чё вас так много-то? Ты чё, братюшки? Давайте без этого. Блять, можно мне от третьего лица? Меня сейчас тут запинают. Блин, стамина кончилась. Жесть. Хватит на меня скверну кидать. Так. Да, Линси, давай без этого. Жесть, а вы откуда прибежали? Ты чего стоишь? Маши дубинкой. Я был бы рад, если бы они объявили такие: о, мы перелопатили сетевой код. И теперь у вас не будут вылеты, у вас не будут лаги, у вас не будут все вот эти проблемы, которые были у вас до этого. А тогда бы я прям со стула встал бы и поаплодировал им. Да нет, не так уж давно. Если посмотреть, то... Ой, давай вот это сначала убьем. Всего 246 часов. Это вот так. Практически с самого начала, как стримить начал. Так, этот треснулся. О, и этот треснулся. Набайтить их на скелетов, пусть. Посмотри на него. Они даже внимания не обращают. Но вот так дела не делаются. Жесть. Это что такое? Ау. Не. Да что тебя? Да Линсия! Спасай! Блять, потом со скелетом разберешься, ты чего? Давай, мне нужен бурдюк. Чтоб тебя. Блин, стамина кончилась. Оп. Да что ты такой вредный-то? Давай кровь демона соберем. Заодно подхилимся.
Я вроде где-то читал, что, возможно, второго Кона анонсируют на 5 engine, это больше похоже. Ну, блин, учитывая, с какими ошибками они боролись, в принципе, если они учли все ошибки, то второй Конан должен был получиться бы там круче. Считай, новая графа по-любому. Движок, наверное, вряд ли менять будут, но немножко графику подтянут, скорее всего. Может, сетевой код немножко перелопатят. Если не будет такой же мешанины, как на старте. Пойдем вернемся к тому боссу. Так, погоди, а он здесь вообще или... Здесь должен быть. Что-то я уже заплутал. О, приветики. Долинсия? Чё? Ой, ой, ой. Какой-то бойкий скелет. Что тут у тебя? 3 штучки кхарской стали. Блин, я походу не туда все-таки забрел, да? Да, не туда. Там дальше. Все еще кричат в сундуке. На официальном сервере. Тут нам помогают. Ну, Хики сегодня нет, что-то, видать. Делишки у него. Официальный. Так, вроде здесь все зачистили. Можно попробовать сходить. Вот сюда вот. Ёп, повылазила, повылазила. Что у тебя есть? О! Силовое оружие. Давай тебе его дадим. Плюс к силовому оружию никогда не помешает. А где эффект? Что за дела? Что за подставы? Нет, 10-10. А, блин, оно бывает ни с того ни с чего. Пинг нормальный, херак. Выкинула, херак. Выкинула. Не. На тебе в колено. Жесть. Прям перед ним не стой, ты чё? Так, а сундучки, наверное, не реснулись, да? Да, сундучки не реснулись. Это, конечно, печально. Ну и ладно. Не реснулись, так не реснулись. Пойдем еще одного убьем. Или мы уже убили его? Пу-пу-пу-пу. Ждем скелета. Что, наверное, не светит мне сегодня выбить. С моей удачей вообще не светит ничего здесь выбивать. Это прям 100%. У меня всегда так.
что-нибудь хочу выбить в любой игре, и все, это на неделю затягивается. Пусть там будет шанс выбивания 100%, о, не 100, там 99%. То есть этот 1% всегда будет преследовать меня. Вот такой, хочешь выбить предмет? Вот тебе 1%. Я начинал на 10-10, но ушел оттуда, там хорошо так застроено было. Когда я начинал, это было в январе-феврале. Ну, да. Ну, вот это вот проблема официальных серверов, потому что они довольно-таки старые. Все сервера практически с момента запуска игры, особенно 10-10, он вот реально с момента запуска, как 5 лет прошло, так он и работает. И поэтому, да, места застроены. А, да, там есть такая привычка у них. Они постоянно блоки ставят в разных местах, и все. И считай, уже никто ничего не построит. Или там еще один чувак. Давай убьем его. Опыт. Опыт на ножках. На четвереньках ползает. Можно было, кстати, паука, наверное, лупануть. Кахарская сталь. Газовую бомбу брать не буду, они тяжелые. Их некуда ложить уже. Ничего нету. И тут ничего нету. Ты что сюда телепортнулась? Ты уже их вырубила? Какая шустрая. Ничего нету. О. Спрятали, спрятали. Сундук. Ну-ка, блин, я сюда. Вот выбиваю. Второй раз уже. Гребаный панцирник. У нас как раз 20 минут есть до начала стрима разработчиков. Посмотрим. Ну, там еще по-любому будет минут 10-15 у них начало. Вот этот. Заставка будет. О, лотос. Написано Age of Amazon. Амазонок? Блин, кстати, не знаю. Может быть. Может, амазонки приплывут. Или, может, новый биом добавят. Было бы забавно. Главное, чтобы к основному этому острову добавили. Куда-нибудь, не знаю, у них же тут, в принципе, есть еще биомы закрыты. Вот туда куда-нибудь. Какую-нибудь речку гигантскую пустят. Они уже запустили аннотацию. Так. А, да, кстати, запустили. А, нет, это... Трейлер. Трейлер запустили. И, кстати, его можно... А, нет, не добавить браузер, а...
Ой, белый экран. А, блин, он прям наверх. А что за херня? Не хочет работать? Яма, иди сюда вообще. Так. Игра. Свернуть, развернуть. Что за... Нет, это не то. Наверное, просто захват рабочего стола сделать и не париться, да? Да, но это попозже. Так. Оп, музыку вырубить. Что там у нас? Не резнулись еще? Нет, надо куда-нибудь встать сюда, чтобы меня не грохнули. Эть. А, это не то, погоди. А где у них? Age of Amazon. Альфа 3 месяца. Видео. 2 недели. Это 5-летие было. Вот я вообще не вижу. Всю карту будут делать. Много мест еще. Или у них не здесь? Вот он где. Шпрятали? Жулики. Это что вообще? For the better, honestly, because Тоже не то. Типа, что нам стоит ждать в следующем? Ну, скорее всего, да. Может, кстати, будет анонсировать сегодня. С амазонками что-то. Новая эра. Так, а на Твиче у них... Что там на Твиче происходит? Да, перейти. Конечно, перейти. Ну, пока тишина. Тишина пока. Погоди, здесь же должно быть у них на фанкоме? Или у них свой... Да, ёпта. Не, вообще не то. Ну-ка, киньте-ка ссылку. Где у них там разогрев начался? Что-то я вообще не вижу. Написано, что у них на этом. Что вот на этом ютубе. На фанкомовском. Кстати, здесь тоже он началось. А, видать, просто задержка. В смысле? Главное, на Твиче уже запустили.
А на ютубчике чё? Сегодня будем, нет? Ну, 14 минут еще есть, так что... Добить... О, он как раз реснулся. Долинься, вперед. Что он быстрее реснулся, чем... А, она уже тут разобралась со скелетами. Давай ты не будешь на меня агриться. Просто... Давай, долинься, я в тебя верю. Я тебе даже похлопаю. Но броню она его сломала неплохо. Ой. Да нет, это я говорю, вот это, блядь, мое везение. Ладно, валим отсюда. Так. У нас около 14 минут, короче, в районе того, чтобы... Уже, наверное, меньше. Жесть, как в спину стрелы прилетают. Даже сундуки успели стрясаться. Интересно, тот чувачок отрезался? Не резнулся. Ой, ладно. Не очень-то и хотелось. Сейчас пойду. Опачки. Бубочка резнулся с копьем. Блин, этот шлем загораживает обзор. Оп, оп, хорош. Как хорошо, что им с таким дамагом сделали не такой уж прям жесткий щит из закаленной стали. Нахер не нужен. С таким дамагом не сделали много хп. Вот это прям вот кайф. Хотя бы умирает быстро. Так, все, дальше. Нет смысла здесь долго задерживаться. Так, вроде правильно, да. Да, правильно. Опять вот эта музыка. Непонятная откуда она взялась в готике. Блин, вот эти вот лаги серверов, я не знаю, это прям такая дичь. Вроде. Так, ладно, паучих убивать не будем. Сразу на главного побежим. Блин, конечно, печально. Печально, конечно. Куда полез?
Ой, когда игра вышла только, там такая вакханалия отворилась. Там лагание серверов, скорее всего, было на последнем месте. Там столько всего было, славно. Так, за нами не гонится? Не гонится, нормально. Так, здесь, кстати, можно... Так, а на этого демона кровотечение вешается? Что-то я не помню. Оу. Оу! Он еще не успел появиться, уже люлей раскидывает. Что за дела? Что за парень? Блять, на него тоже кровотечение не вешается. Печалька, печалька. Жесть, он и назад бьет, вперед бьет, и во все стороны бьет. Жесть. Зацепил, сволочь такая. Я только не говорю, что он у него яс уходит. А, тварь. Блин, блин. Давай, у него лол хп осталось. Мадам. Нет. Нет. Блин, это сейчас с самого подземелья бежать, это же бред. Не успел, у меня стамина кончилась. Она еще убила его, да? Ну ладно. Призовем тело. Недавно смотрел старый ролик, где рабы умирали, если на вулкан... Да, это они от лавы умирали, да? Раньше была такая херня. Да ё-моё. Привет, Зенат. Картограф уходил со своим носильщицей. Что там интересного у картографа надыбал? Ну, что ты? Как обычно, блядь. Ха. Колбасится. Так. А у нас сегодня как раз стримчик должен разработчики потянуть. Кстати, посмотрим, что там у фанкома на YouTube сервере. Ютубчик, братан. Ты сегодня будешь запускаться или нет? 5 минут осталось. PS5 версия. Что там уже у них творится в чате? I love Funcom. Фикс PS5, фикс PS5. Его даже тайм-аут кинули. Ясно, короче, там вакханалия творится. Ладненько. Блин, сейчас надо скверну снять. Я не смогу пока снять, пока на меня осквернение висит, да? Давай, сочная. Тряси булками. Кстати, мы можем кинжалы с ядом поставить крафтиться. Ты что не танцуешь? Танцуй. За что я тебе кашей плачу?
Так, и сразу вот такие, наверное, поставить делаться. Да не, не должно быть. Они должны в одно время запуститься. Не думаю, что они настолько порочны. Так, окей. Новости, форумы. ТикТок, Твиттер. Где Ютуб? Ладно, еще 2 минуты есть. Так, что там с кинжалами? Кинжалы готовы. Что по урону? 41. Блин, маловато, конечно. У этого 60, у этого 41, но, в принципе, можно сделать вот так. А почему так мало? Погоди. Подожди-ка. Я не у того сделал, что ли? Нет, клиночник. А стандартный урон сколько? А, 33. Ясно, да. Почему так? 47, конечно. Ну, зато, блин, сразу и кровотечение, и яд, и это прям ГГВП. Так, 2 минутки осталось у них. YouTube почему-то подрубать они не хотят. А как нам тогда переводить? Здесь, кстати, тоже этого твича у них нет, только... Чё за бред? А, это каверы типа. Жесть. Ладно, хрен с вами. Старший менеджер, также менеджер на прямой трансляции в 17 по восточному времени и в 11 по восточному времени. Ну, это не то восточное время. На YouTube и Twitch. То есть они и там должны, по сути, запускать. В смысле? С Ютубом ничего не то. Нет, я имею в виду то, что Фанком должен стрим запустить сегодня. Но почему-то на ютубчике нету ни хера. Почему так? Я вообще хз. Это мне... Такое... ссылка на Discord умерла, да? Нет, работает ссылка на Discord. А чё она так? Думаешь, так буду делать? Ну, это печально, это неуважение прям. Пользователям Ютуба. Хотя не. Hello, everybody, and thank you for tuning in to Запустились. a very special Conan Exiles developer live stream. My name is Andy Bennett with the О, community май, team. а чё за лаги-то? Oops. Let me just make sure that this is off. And I'm joined here with Nicole, who's a disembodied voice in the back, but we'll be taking your... Hey, hello. We'll be taking your questions in chat and joined... Блин, это у них by так the лагает или это у меня так illustrious лагает? Dennis Dalthett, lead designer on Conan Exiles. Hey everyone. Super happy to be here. Yeah, man. And big shout outs to our support team and other community folks in Twitch chat today. Say hey to them. They'll be here just like hanging out, talking with you. Не, YouTube, походу, не хотят. Making sure no rabble rousing happens in chat.
So if you're tuning in for the first time, we're going to be talking a lot today. So we are going to be focusing on talking about a whole bunch of different things, taking a look back at the age of sorcery, what's coming next, and so on. And so we're going to be focusing on that a lot. So we'll be taking questions from chat as much as we can, and we'll do our best to answer your questions. But we're Кто знает английский, можете немножко переводить. Going through our segments first, and then opening up bits for Чего-то лопочет, ничего не понимаю. And Nicole will be taking your questions in chat as well. Хотя бы на английском лопочет, а не на французском. Let's see. Any other housekeeping things? Let's see. Посмотрим, давай уже. We have Nicole here. We have an amazing support team in all our studios, just saying hello and hoping to answer your questions as well. We might have some developers in chat as well, helping answer questions in case we don't see them. I think that's about it as far as Обсуждать магии после. This is going to be very exciting. So yeah, basically this is going to be more or less like almost like a podcast format, actually. Like I know a lot of people like to listen to these things in the background while they work, like that. But there'll be plenty of visual references and aids that you might want to check later. But don't worry, there will be a recording of this stream put up on our Twitch channel and later on our YouTube channel as well. Где YouTube channel? Чё вы тут разводите? Нет на YouTube channel ничего. Сранцы. Sorry, one sec. Gotta get moving. Yeah. So sorry, and you might see me occasionally. It's very warm in here, so I have to. Чувак нервничает, беднага. Pat myself down once in a bit. So before we jump into the reason why I think a lot of you are here, first we wanted to take a quick look back at like the age of sorcery as like a whole thing. So when we initially launched Age of Sorcery and like the time moving up to it, we had intended to add a lot of things, and a lot of things like being the bazaar, the battle pass, an ongoing narrative, the challenge system, world events, and sorcery. Новый battle pass. And that's a lot of stuff. And it's scary when you add a lot of stuff all at once. So main objectives of Age of Sorcery were, of course, to add sorcery, which is one of the big commitments that we made back in the early access launch in 2017, or during early access in 2017. And yeah, a lot of work went into this, a lot of testing went into it, and we had a lot of a lot of clenching going on when you first launch it, because it's a lot to take in, it's a lot to put out. Can you turn on the music just a little? Turn down the music, sorry about that. Yeah. Ну да. My apologies. Это все планы, которые у них I'll были. let you fill in those blanks. Chat, what do you think we clenched? In any case, yes, clenching of the Amazon. So going into the actual launch of Age of Sorcery back last September, we're actually super stoked to say that the launch went incredibly well. We hit at least on Steam, the third highest concurrent user base or population seen during a launch, only exceeded by the original 2018 official launch and the 2017 early access launch. So that's freaking awesome. And in fact, so we had a free week promo with Steam during the Age of Sorcery launch, and the following weekend after the free week ended, our population was even higher, which is also really cool. We were super happy to see that. And on my end, I was looking at the Steam or the forum dashboard, and we had we vastly exceeded the original plan that we had with their provider, and daily active users and posts more than quadrupled or almost quintupled in some cases. There were a lot of y'all showing up for this, which is really cool. And then, now that things kind of even out a bit, checking in on the health of the game, on average, there are more of you playing, and each and every one of you are playing longer sessions, substantially longer sessions each time you're logging in and playing. Which is, part of my language, fucking awesome. So, so thank you all so much for your support. And thanks for sticking with us, and thanks for making the Age of Sorcery. Глянем назад. Эпоха волшебства. Введенные функции, ключевые функции, добавленные с 2016 года, введение боевого пропуска, монеты Хрома, базар, испытания,
working our asses off to bring you some cool stuff in the land of Hyboria, spill some blood in the name of entertainment, I guess. Достигли третьего места по количеству пользователей, короче, количество пользователей. It's not a stream unless I curse at least once. I used to curse a lot more. Бесплатно за бесплатную неделю. Trying to clean up my act Повышение these только days. Официальным запуском 2018 So года. yeah, that's a little like look back at Age of Sorcery. Are there any like remarks or anything like you'd like to add as the Ясно, короче, Mr. это Developer Man's то, чего они leading the типа charge on this? добились. Yeah. Also, just so you guys know, a lot of stuff we do is just going to be on the spot today. So Yeah, we have a good plan, but like yeah, we haven't really planned exactly what we'll say, but sorcery, we sort of did, but yeah. sorcery, making sorcery and everything was. It took us a really long time to get through all the мужичок stuff we так had to put теребит out свою and store салфеточку. out and everything. I mean, I think we were in development for Нервничает. between 1.5 and 2 years or something like that. And wow. when you work for a long time like that without showing things to people, you maybe sometimes feel like, hey, are we doing the right thing? Are we going to hit the mark here, or are we just totally messing up and we're going to find out we wasted a lot of time? But you know, the reception has been amazing. The actual release of Sorcery was probably one of the most emotional moments in my entire career, because just seeing everyone freak out in chat, seeing the trailer reveal and everything was was amazing. Well, and there was also the kind of people. Some folks got to see a little bit earlier than intended. Some people did, but it was a small Кто-то number. просит поддержку Everyone that на actually got to see Steam it. Deck. It was a blast. Yeah. We were all super tired. I remember doing the Sorcery stream immediately, like, you know, after that weekend, and we came in and I was just like, I was bushed, bud. Bruh, You know? we were all like, bruh. It was hard. It was hard to get through, but it was so exciting. It was like almost like a second wind hit you, you know. And even though your eyes are drooping and you're kind of falling over the keyboard, it was still a lot of fun. And Магия полезна, конечно, в некоторых местах, но не настолько, чтобы прям... Ну, хотя бы новую механику ввели. На месте не стоят, это уже радует. Like the number of new players is тогда можно закрыть. high. Oh wow, nice. Yeah, I haven't looked at all those. It's the I thing, haven't had access to that. That's you know, cool. I'm probably not allowed to talk about numbers with it, so I just won't. But I'm really happy to see. Так, нам бы из Конана выйти, пока они там базарят. What's coming up next with Exiles, and you know, our 3-month release cadence is. И, наверное, категорию поменять на общение, да? Yeah, it's a ton of work. Like, you know, live service is not an easy task at all, but it's also a really exciting, like, it's really exciting to have that kind of cadence, because then we can now move forward with like a more set plan for like the kind of content that we want to release, and also gives us an opportunity to also finally add like a continuing, like, advancing plot within the exiled lands. Indeed. Yes. Or multiple plots. Well, multiple plots, huh? What? Maybe we should talk about what the next parts are. Yeah, let's do maybe. I figure that's what most people are here for. So. Мультиплатформу? Friends and foes and siblings of battle. Блин, прикольно было бы. We would like to welcome you soon to. Если честно. Okay, don't mess this up. Но, с другой стороны, с сетевым кодом, с ихним корявым, это, мне кажется, было бы сейчас... А, я не знаю, кстати. Блин. Давай проверим. Есть ли вообще мультиплатформа? Так, сейчас. Че они? Они решили Age of War. Трейлер решили запустить? Нет. Я уже надеялся. Yes, welcome to the Age of War. Indeed. Let's see, you know, bloodshed and the clashing of steel and wits is just Ну да. Я говорю, с их as сетевым entwined кодом... within like the Hyborian, like Conan DNA as like punching camels, right? Like it is More so, I would say. more so, yeah. Like it is essential to the Conan like experience, and we're going to be embracing that wholeheartedly in the coming months. So very exciting indeed. Age of War. So, Age of War. why war? What's going on? What's the thing? Почему War? Что происходит? So, if ever there's a question about what Это the next очень age хороший will be, вопрос. one of the best things you can do is look to the community. See what people are requesting the most. Может, and наныли, what да? people want to see in the game, what kind of complaints people have, things like that. Because we always want to try to make the game better for everyone.
So, the Age of War was an idea for an opportunity to focus on updates to the combat system. And one of the biggest things is the Purge. So, we'll talk more about the actual cadence of releases and what we'll be getting into. But the biggest things we'll focus on in the Age of War is actual combat with your character against AI. Они еще будут переделывать характеристики и систему боя, что ли? Yes. So, we actually have, so the Age of War is also going to be a little bit different from the Age of Sorcery in that a lot of the things that we're going to be adding in the first chapter is like a major foundation to the things that we want to build toward for the future updates or future chapters for Age of War. So, you know, Dennis just touched on like purges. There'll be more details about that later, because we're just going to give you a quick roadmap on exactly what our aims are. После того, как анонсируют новые дополнения. Give me just one moment here. There we go. А, вот у них еще и чаптерсы разные, охренеть. Но новые фишки клана. Ну, конечно, да, эмблемы клана, как же без этого, блядь. Это уже так не хватало. Эмблемы кланов, изменения в бою и оружии, новые боевые пропуска, магазины, бесплатный контент, клановые сокровища, короче. Во второй главе будут чистки, реконструкции, новый боевой пропуск, опять магазин бесплатный. И только в третьем чаптерсе они подвезут ПВЕшное что-то. И, конечно, да. ПВЕ осады, боевой пропуск, короче, вот такая херня. Да, скорее всего, да, ПВЕ замки, наверное, будут. Ну да, почему бы нет? Будет такой конкурс Blade, что-то типа такого. Рабами. Your own treasure room inside your base, and there will be some specific kind of treasure that you need to go out and bring back. A lot of things that have sort of value to people already, like gems and ore and coins and things like that, will be marked as treasure. And we'll show some more stuff off about that later as well. But the whole point is you're collecting money, bringing it back to your base, and keeping a tally of how much money you have. So in Chapter 2, that's when the Purge revamp mechanics will come in. And we've taken the Purge system and completely removed what was there before and written a new Purge from the ground up that will be a completely different experience than the Purge as it exists now. We're looking at something that's да, если они систему переработают, вообще будет шикарно. Именно боевую систему. An enemy forward operating base will form outside of your base. They'll set up, you know, потому что некоторым оружием без фиксации цели прям вообще невозможно. Trying to breach to that treasure room so they can steal the treasure and take it away from you. You'll be able to spend that treasure to buy things to help reinforce your base and go up higher and higher difficulty in the Purge. So it will be kind of like a progression of sorts where you fight weak ones and then you fight stronger and stronger ones. And it all kind of depends how much money you have. And the reason for that is rooted in the Purge lore that we already have. So, you know, we already have the relic hunters in the exiled lands. We have the Purge coming through and attacking Плюс в ПВП в основном все с пиками бегают, потому что догонять не очень удобно, а пика делает большой чарж вперед. So now that's what they'll actually do. We'll have relic hunters in the second chapter that will attack you when you're trying to carry treasure to your base. And whenever the actual бывает, да, такая херня, сквозь текстуры падают. Those will all be kind of themed around the people, like когда глушишь, они просто в текстуру проваливаются и все. Или при смерти они проваливаются куда-нибудь непонятно, как в прошлый раз случилось прямо на стриме.
Another essential thing or element, I think, of a lot of Robert E. Howard's old stories is also. Но они все будут во второй главе переделывать. Возможно, они доработают эту проблему с чистками. Хотя вряд ли. In fact, in our old MMO, Age of Conan, the barbarian class was actually considered a rogue class because, like, even though barbarians, I guess, in like fantasy tropes are like supposed to be like the unga bunga swing fight stuff, but Conan's version of barbarianism is just like одежды растягивались. Кстати, ни разу не видел, чтобы текстуры одежды растягивались. And like kind of living on the brink or living on the outskirts of that, and like sticking it to the man and to the rich guys, and then fending from stuff, etc., etc. So it's a lot about like cutthroat and cunning more so than it is about just brute force, and of course money and riches and greed are the root of much conflict and war. Indeed. In general, so. And that, as you'll see, is the motivation Кстати, сейчас, секунду, я вот так вот сделаю. what will be unfolding in the exiled lands. So yeah, so to take a step back, Блин, so you туда might have heard Dennis talk about секунду. like treasures and being able to carry treasures, and be able to like grow your hoard. О, That's what's going in. We have chapter one, and that's something that we can actually show you today and show you how that works and show you how that can be like the foundation for everything else that we're working toward as well. Yeah. And there's a little more stuff I'll talk about too a little bit later, but the whole idea is kind of having this central currency system that you can use to pay into other systems in the game. Ты дальше в Давно So сходил? like finally like a better use for like those gold coins and the gold bars that you might find here and there too. Instead of just melting them down or throwing them in the getting dust for them or something like that. Да-да-да, я видел Actually этот have, баг. like, a value that you can Немного add to your- текстуры to your этот hoard as well. растягивает. Что я просто этот забыл, внимания толком не обратил. Но он We have a little, один раз у меня вроде показался let's этот баг. let's just do live. People Yo. also wearing, they love the mug that you're Yeah, I saw. Но у меня один раз был Like, этот баг oh, can we play с prom одеждой coins with that mug? растягивающейся. No, this is supposed to be like an internal thing. Like we got this for our summer party. I think DLC, мне кажется, они даже анонсировать толком не будут, они наштампуют, напихают. И, скорее всего, какие-нибудь DLC будут в роли типа новые шмотки, новые постройки. У них единственный DLC это вот остров был и все. And hands him a sword and implying, this you can trust, like implying that, the steel at your side is the only thing that you can trust, like yourself and, your arms, as it were. From the first Schwarzenegger movie. That's what it was. That's right. Oh yeah, seeing Arnold showing excitement on potentially reprising his role as Conan or something, that'd be really cool. Okay, so Ну, before I get into давайте that, before I get честными, sidetracked, в принципе, as I do sometimes у многих because I have игр terrible ADHD, баги, особенно let's swap to у многих сетевых игр, вот этих вот кооперативных. Тот же самый Warframe, почему его называют багафрейм? Потому что при каждом запуске нового обновления yeah, let's у show них off the horde. баги. I don't know where it is. О, это они эмблемы тестируют, Yeah, so типа, just go through those big на three щитах. boards, and it's just like pretty much straight ahead. Я так понимаю, потому что это фиолетовая хернюшка. Oh, that's a cool building set. Yeah, so here we're also, of course, so the update, of course, will also include, as you might expect, and we'll go into it later as well, like new building pieces, new costumes, new doors and decorations, and of course new placeables. But we'll show, Блин, новые show сеты, some да, of that прикольно stuff выглядят. off in a little bit. So Нордские, here we have a с custom большими treasure рогами. room, made for our guild or clan called the Hunters, sporting a custom emblem that I just threw together, which we'll show in a little bit too. And so this basically shows you that when you are, like when you create a clan, you can create a room and you place down your first. Я не знаю, как насчет фанкома, но те же самые... Блин, кто у нас издатель Warframe? Они, по крайней мере, прислушиваются, а вот фанком, не знаю, не слушают, нет своих фанатов, своих клиентов, так сказать. They're checking your books for you. And then you can also check your clan's total, Ну да. like currency value, like what's in your hoard by like шкура этого льва на кровати. What's all there. And all items like Кровать с ширмой. Блин, ну прикольно. there's a bunch of like gold and gold coins. Чего у них не отнять, у них геймдизайнеры прикольные, у них вот сеты красивые делают. А это новый сет, да, походу?
will count towards your clan's horde total. Now, when Dennis was talking to our friend here, you might have also Ну вот для этого и нужно noticed a couple создавать entries at the bottom. тестовые сервера. Нужно тестовые билды делать. Починили механику, запустили людей, проверили. Баг исправили, не исправили. Новые баги появились, не появились. Они вот ПТ-сервера вот для этого и нужны же. In addition to carrying around, gold or gold coins or gold bars in your inventory, we also have these giant centerpieces that are worth a ton. They're larger than life. Ну вот эти вот специалисты по визуальным эффектам, которые всякие... You have to hold them around. Ну я бы не сказал, подождите, геймдизайнер же... Разве над дизайном не работают? That the walking animation correctly. Серьезно, теперь можно перетаскивать? Everything shown here today is still in development, is subject to change. You might see a couple bugs here and there. Please excuse us for this. But yeah, so when you find heroic Переделали treasure, you'll find систему. heroic treasure in Прикольно. various camps throughout both Isle of Sipta and the Exiled Lands. When you clear the camp, you can Это что только что было, pick up блядь? the heroic treasure and transport it Он back to разделил your кошку base. на двое? Now, the exciting part is when you're holding it, you're slowed, you have to haul it around, and you're completely vulnerable while you're holding it. So it's very important that you we highly suggest bringing some friends that you trust. It is really fun with friends. It is, yeah. Like going through a camp with just a bunch of guys coming to attack you, and that's kind of part of Да, why in chapter 2 we'll see another evolution of this, but in chapter 1, Геймдизайнеры же разрабатывают you механики. have to defend from the native population, whatever camp you're walking through. And in chapter 2, we're going to have it so relic hunters actually ambush you trying to take the treasure from you while you're carrying it. Yeah, so I'm seeing in chat also, can it be dropped? Yes. So like, if you do get ambushed, like, yeah, you can drop it and then take up arms if you really need to, like, obviously. Like any or maybe- action. yeah. So like, yeah. Oops. So, Whoopsie, that wasn't the cat. Yeah, so like anything you do, like I just jumped there, that'll do it. yeah, so you just drop it. And so, yeah, I saw another question in chat. Like, I think they said, like, can thralls pick it up or anything like that? I don't think currently, but I believe you can teleport with the treasures, if I'm not mistaken. Yeah, you can teleport with them. We have kind of some stretch goals to be able to, let thralls or mounts carry them later down the road. But for the initial release, it's not the case. I'm not even sure that we'll do it during this age or not. But it is a thing that we've been talking about and thinking about, yeah. Yeah, it's something that got brought up, like an internal like playtest and such like that too. And so also something to note, sometimes you notice also this like big like room-wide VFX there, like all that like funky stuff. That's kind of like the area, like the sphere of influence for your horde. So any treasures, like any big treasures placed within that area will be considered as part of your horde. So you can see it's actually a pretty sizable space. You don't have to like put it right in the same room. It allows you to make like a big elaborate treasure room for your clan, for example, and have it kitted out, glitz and glam everywhere, and have all, put your jade war horns or cat statues, arrange them. Ну, геймдизайнер, да, в основном механика работает и над Statue. другими аспектами в играх. And so these various things will be appearing pretty much at random at various camps throughout the world. And in fact, I believe we can touch on this a little bit later when we talk about combat, but a lot of camps have also just been like kind of redone or rebalanced or just repopulated in various ways as well. This guy's forearm strength is insane. That's a hell of a posture, dang. Yeah. I think that's like core strength, actually. It's like, you're holding it there, but then like lower back is just like, oh yeah. Getting pulled out. Maybe a diving emote so you can Scrooge McDuck into the gold pot. Oh, it's funny you mentioned that. Oh. Oh, sorry. No. Че это, блядь, было? What? Huh? What just happened? Oh, sorry. I just realized that I didn't move the video over. Серьезно, блядь. We have a diving Добавили прыжок? Прыжок веры? I was joking. No, we're actually adding diving animation into the update. And I had a little clip of like the character jumping off like the big bridges and falling. But yeah, you kind of did it here, yes. Или это типа через преграды перепрыгивать? In fact, swan dive. If you want to jump 3 feet and then go head first into your pile of coins, go hog wild. You can do that. Yes, off the top rope. Got him. Let's go. A lot of these treasures that you can pick up too have little interactions. Да, конечно. Like play a sound whenever you interact with them. Oh, sweet, yeah.
We have a couple other new items actually along those lines too, which we can show in a bit. I think we had a couple that we laid out. I don't know if it was totally clear, but like all these gold piles and everything on the floor and everything are things that you can put out, so you can make the room look however you want. Yeah, this is just like how we dressed it up. Like this is how our guy over in Oslo, Torregel Anderson, person who like builds all these like huge bases for all our like marketing B-roll and other screenshots. He builds stuff like this, and so yeah, he arranged the room however he wants. I can imagine in chat right now being like, oh yeah. Ну да, они показали, посмеялись, поняли, что облажались, еще раз посмеялись, сделали вид, что так и должно быть. We have new dungeon pieces that are coming up as well. I did see someone make a comment about like, make a joke about like, oh yeah, it's the age of death by Snoo Snoo or something like that. And we saw the tweet and we were like, heh. Yeah, someone linked the image of Fry's app and Kid actually. Нет, ну он же прыгнул с этого, с паланки, ну, с кровати прыгнул, и у него ХП убавилось. Он приземлился как-то головой. Это, скорее всего, сделали для того, чтобы в воду прыгать. Типа такой, короче, хрени. Скорее всего. И может через препятствия перепрыгивать. Но я мало сомневаюсь. Вернее, мало уверен в этом. Не знаю даже, для чего это вообще нужно было. Может быть такая же хрень, как дабл джамп, типа в этом, в ловкости что-то прокачиваться или что-нибудь такое. And yeah, like I guess the main thing is like, you know, why is this important to you? Why is this something you should care about? Like you want to like build up your resources because later you're going to be able to use those funds that you know use that currency you've accumulated for a ton of things for your clan and for your base and you know, for your server basically. We have a lot of я понял. Stuff cooking up. Yeah, it'll also be what determines the difficulty of the purge. That's right. So, ну не да, 3D-художники же работают над этим, над костюмом, над персонажами, над всякой херней. Full overflowing coffer. Yeah, if you have a huge horde, then yeah, you're gonna get a consummate bunch of folks being like, hey, let me get some of that. I'm trying to break your walls down to get a piece. And so like, you know, obviously with clan hordes being a thing, like давайте уже показывайте что-нибудь еще. There's definitely an emphasis on like clan unity and bringing your players under the same banner. And so to that end, also we also wanted to make sure that clans and players and communities finally had better ways to express their own like individual group's identity. And so we are going to also be rolling out a new clan emblem workbench. Clan Emblem Totem, which allows you to customize with блин, я думал, это баг, а это, оказывается, текстура такая у них. Ну, я говорил, как клановые эмблемы вот на щите. I think what's going into the update are a couple different shields. One of them is equipped on the character right here that displays your clan emblem, as well as a variety of building placeables and wall pieces and various banners that you can put around your base as well. Да, вроде нет еще пока. So you can see some banners up in the distance up there. My pink fish. Actually, one of the sickest things you can get is in the other corner of this base that I know the layout of very well. Very intimately, yeah. Yeah. So that appears on your horse as well. Что за броня на ламу, блядь? Yeah. So and then we'll go into it in a little bit also, but when someone with permissions to update the emblem for your clan updates it, it is automatically propagated across every surface that your clan owns that is able to display a banner, so you don't have to like go back and like painstakingly update each individual piece or anything like that. And then there'll also be some permissions as well. So like if you know, you can only set it so like a certain person or a person of a certain rank of a clan can edit the emblem, and you know, like the basic recruits like cannot, for example, in order to prevent griefing. So here's the UI that we're working with. And so, блин, я понял, они очень гордятся своими эмблемами, но типа можно ли добавить в эти эмблемы какую-нибудь письку нарисовать там, не знаю, на эмблему клана? We won't be allowing that for this feature just because that opens up a lot of unfortunate
Adult content. Yeah, it's just you just know people are going to use that to troll people, and it's like that's just not something that we Видишь, want. ну, предложить ничего не могут, хотя бы стараются визуалом обратно завлечь народ. And so we'll have a bunch of preset emblems and backgrounds that you can choose from, and we'll be adding more as time goes on as well. We'll also be adding a variety of emblems, for example, to Battle Pass rewards. And that might, for example, be take the place of like maybe some of those wall sprays that не понял, we've seen a lot of они comments эмблемы about, хотят в Battle just to Pass help запихать? increase the value of those. Что, блядь? And then also, in case you're wondering, also you yourself. So as long as the person setting the emblem has a special emblem learned that doesn't come by default, that's still displayed for everyone who has a thing. That's still Это дефолтный, я if that gets понял, блядь. updated, everyone still gets to show it off, even if like if Dennis has a special emblem and I don't, or like he got like some emblem from somewhere else that I don't know myself, I still get to show it off on my thing because he set the banner and then it shows up on my stuff. So just in case that's a concern. Everyone in the clan will see the same image no matter what it's set to, whether you own that thing or not. Ну да, вот они бы добавили Of course. немножко интеллекту спутникам. Yes. Cool. Прям вообще было бы So, шикарно. and then we'll be adding more things that also Но спутники, они же такие тупые, we блин. also intend on adding more things that Он also стоит, show, тупит, смотрит на clan моба emblems, and again, и we'll be showing off, всё. And adding more emblems in the future as well. Just trying to read through here. Let's see here. So yeah, I think that's about it for the clan features that we have coming up, and these are the basic things that we're Вот adding. эти вот клановые фичи, For the first типа с phase эмблемами, они of вот the Age of так и War. этот. Пытаются на этом упор сделать. Combat updates in a bit, but I also wanted to take a minute to see if there's any like additional questions that we can answer about some of the clan features now, and then we can move into the major combat stuff, the nitty-gritty system stuff. Кому-то даже это нравится. Good, блять. Very good. You just won't be able to summon a purge. Yeah. So I guess that's the thing I can talk a little bit more about too. The purge isn't going to be an overbearing system. У меня нет. It just occurs Я на because you официалке play играю, the на game. официальном сервере. It will become an opt-in system. So now when you want to purge, just like the convergence trap, you'll be able to say, I would like a purge now. And basically press a button for it and summon Со the всеми purge болями и attack you. страданиями, с It вылетами, won't just happen for лагами. And yeah, all that. Хочешь стать варваром? All the stuff that we're going to be showing off here Иди в Conan will на also be официальный сервер. available on Zipta as Oh, well, yeah. for the most part. Yeah. Like obviously, like any changes that we make to like specific map elements in the exiled lands, which there might be some small changes with the shift into a new age. Some things from Блин, я не знаю, prior либо age, у них may have changed a little bit. Yeah, some things from the old зажрались они все и пишут все типа великолепно, хорошо, Some notable NPCs may, for example, либо они taken так a level рофлят. off, lost a few Я понять не pounds, могу. really trimmed some weight off their body, you know. Yo, hey, we got a question from chat. Are there permissions for storage, like for the coffer and stuff, like clan permissions at all, or? Ну да, скорее всего, даже если обосрутся, Clanmates from taking Oh, just like бабки ganking они gold. сделают. Они сейчас рекламу сделают. А тем, кто играет на PvP серверах, типа, ну блин. Эти вот свистоперделки с клановыми этими, их это подкупит. So yeah, But there's nothing to do with it really, the actual value in chapter 1. yeah, you just wanna Может collect, рофлят, 'cause может then реально you'll рофлят be able просто. to Типа, блядь, use ну, that for the purge на серьезе for the next принимать вот эту chapter. новость, то, Obviously, что они like, when добавили you're там playing, прыжок, make то, sure что you они, recruit блядь, people that you trust. Like, that's just kind of сделали like, механику we того, can't как ты really, like, переносишь govern all предметы, that, блядь, like, берешь в that's руки kind и of up to ставишь you, ее the так, community. Yes, question from и chat. говорить на этом, типа, классно, блядь, обосраться, съем говно, ну, это ж бред. Does it change the emblem to your current emblem, or does it keep the emblem, or like? Yeah, it would change to match your guild if your clan, if your clan had an emblem. Должны работать, не знаю, я вроде не If they отключал. don't have one, it's either gonna revert to like a Надо будет потом default посмотреть. or Like have a not blank be surface or visible. something. Yeah, I gotcha. But yeah, right now, and always it'll just do whatever your clan has. So if you take it from someone, your clan emblem appears on that. That is a really neat idea, though. Like the idea of like a trophy or something like that Yeah, from be able to like steal kills it. you've made from enemy players or something like that. Yeah. Я не знаю, That is a да, good idea. Thank много you же for that. модов хороших. Почему вы у них не подчерпнете, как это все работает? Ну что за, блядь? Just going over chat, just like really quick again, and swapping back over to gameplay. Someone said alliances would be nice. We actually have a plan right now in the 3rd chapter
to allow people to be able to make an alliance, but it's still going to Потом require просто в some Дискорде play скинешь, testing and посмотрим. stuff like that too. The whole idea is just that you'd be able to make a temporary alliance with another person or clan, and that would just reduce the amount of PvP damage you deal to them, and it would Вот это вот remove как target с этим locking, было. just like if you're in a normal clan with someone. С And then after some ТС period of time пятым. or some event, that would get Типа тоже removed. много That же is модов, in our plans. хорошие моды, а Bethesda такая, блядь, а мы сделаем свои моды, платные моды, блядь, моды на стрелы. Чего, блядь? И все, и это все, до чего у вас дошли руки, блядь. Но тем не менее купите Skyrim, ну что за, блядь. Купите еще раз Skyrim. И вот здесь то же самое, пытаются продать игру во второй раз, просто прикрутив свистоперделки, не доработав вообще ничего. Надеюсь, они хотя бы над боевой системой поработали хорошо. Most likely with the Age of War update, which will be coming a little bit later, but we do have a handle on it. So yeah, be assured. Yeah, we are aware that we know that's something that a lot of folks are worried about. We know it's a while out, but the process to get updates out is lengthy, so it's about the soonest we really can get it out. Yeah, that's the thing too. Like if it was just like Steam, for example, it would be one thing. But yeah, with their other partners in publishing, like on consoles, there's a lot of additional steps and certifications that we have to do. So it's not as simple a process as like push button send update. Yep. As much as we'd love it to be, sadly. Okay, just wanted to move on. We'll take some more questions towards the end, but we still have a lot of meaty stuff to cover. And so I wanted to segue into можно же доработать. Не так сложно. Mechanics and combat changes. This is all Вот в этой игре прям гигантизм So практически everything везде shown right here присутствует. is just, it's going to come baked in with the Age of War update when that launches. We don't have a release date to share at this moment. However, Не знаю, это может комплексы у них такие, надо больше сделать. Верстак, чтобы занимал полдома. Хотя бы, да, хотя бы мини-карту. Да хотя бы не мини-карту, хотя бы компас. Просто компас, блядь, как в Skyrim вот наверху. Хотя бы такое прикрутите. Ну что вы, блядь. Или типа мини-карту, как в мобах, ну, как в стратегиях, типа ты проходишь путь, у тебя карта открывается, типа, и вот так постепенно. Хотя у тебя есть большая карта, блядь. Ну, бред. И большая карта, причем открыта вся полностью. So again, thank you for your support, because that's what allows us to put out, this really cool stuff and realize our vision for the game without, charging for it for new features. Let's see. Okay. Возможно, да, возможно. So hopefully that addresses some of your concerns. And again, yeah, I know you're going to have a ton of questions, and there'll be погоди, Skyrim разве вышел не раньше? А нет, позже we вышел. welcome you to drop comments on the forums as Вроде well, позже or on Conan. social media. We always read that. Just please be constructive if you can. If you're really angry, just А, нет, Skyrim в 2011 вышел. Йо, 11? Сколько прошло лет-то? Skyrim, да. О, систему боя наконец-то будут показывать. Big changes to the combat paradigm within Conan Exiles. Dennis. Yeah, this might seem a little bit scattered because there's a lot of stuff to talk about, and I'll probably remember some of it while I'm talking about it. Ну давайте показывать, что вы там поменяли. We're addressing two big things in this age. One of them is that we are working on AI in general. So we know that right now on servers with a decent number of players, it starts to break down pretty bad. Even if you're playing in single player, it's not always terribly interesting. So we're kind of coming in on both of those fronts, right? Like, let's try to make it fun to fight things to begin with, and then also try to fix those on servers. А чё вы закрылись? Давайте, вы хотели, вы же хвастались, что переделали систему боя. Прокачкой. Players seem to have almost infinite stamina, and I know a lot of people will might recognize this with like dagger spam, for instance, right? Like just spamming light attack on daggers. It auto targets your enemy and keeps going, and you can just spam it forever because it costs 8 stamina. So one of the first big things we did was increase the cost of stamina for attacks and increase the regeneration rate of stamina.
So now there's a point where you can run out of stamina and get stamina back again. That gives other players and AI a chance to actually attack you. Before this update, we had a system in that would let AI just become invulnerable to stuns for a short period of time. And when you're playing the game, it feels like a bug because you know when you hit something, it should get stunned. So why after I hit it for 2.5 seconds does it stop getting stunned? So we took that system out completely and just made enemies they get the chance to attack back now when you run out of stamina. We also did a HP nerf across enemies, or for enemies across the board, which also makes your character feel stronger. And we increased the amount of damage that a lot of enemies do as well to increase their threat. So there's a little bit more tension in combat now than there was before. That's really the whole aim to all of the changes, is to increase like the ebb and flow of combat to make it feel like there are more tense Может, просто люди устали ждать where, you know, you can хоть что-то новое. overcome an enemy. Yeah, let's see. The new 2-skull champion enemies. So for 1, 2, and 3-skull enemies, we also rebalanced the difficulty with the idea essentially that the number of skulls reflected the number of players that you need to fight them. So you can still kill the Red Mother, which is still 3 skulls by yourself. It'll just take longer. We're trying to reduce the amount of feeling of health sponge of enemies. Weapon classifications updated. Главное поманить хорошей, красивой оберткой. А что там внутри уже не важно. Recategorizing a number of items to be classified with the unique, epic, and legendary distinctions. Right. And so kind of part of that is that legendary weapons are getting giga buffed. We know legendary weapons. We've seen a lot of feedback from players saying that they just feel like legendary weapons just don't really aren't consummate with their title. Like they don't really feel legendary, and so we want to address that. So legendary weapons will be я даже не знаю, как будет свистоперделка. Of being just Возможно, не переводится. Weapons. However, they will not be craftable anymore. Is my understanding. They won't last forever either. Свистоперделка. So yeah, legendary weapons will be like at the very top tier of like end game items that you collect through adventuring, and then under that would be epic items, which are still craftable, really powerful, but a legendary item of a similar classification or similar tier or like level tier. A legendary weapon will or should be the intent is that it will outperform the legendary. Oh, it will. Yeah. Nice, cool. And then under that are uniques. Sorry. It won't outperform. The legendaries will be the top no matter what. Okay, cool. Like no matter what, that's going to be the best thing you can get. Cool. Then there's also, whenever we play test, we found ourselves going into camps a lot and seeing, we would loot a lot of chests and there was a lot of stuff to find, but we never really found anything interesting in those chests. So in the second chapter there will become a really Улучшение бою. Затраты выносливости на атаки и прыжки значительно увеличены, блять. И реген выносливости начинается почти мгновенно. Ну окей, хрен с ним. Типа увеличили затрату, но сделали быстрый реген. Баланс врагов восстановлен. Как правило, ХП ниже, но урон выше. Новые враги-чемпионы 2 черепка. Крупные враги, такие как слоны и драконы, имеют несколько целевых точек. Где целевых точек? Имеется в виду то, что теперь у них есть массовый урон? У них и так вроде был массовый урон. Они бы лучше починили эту хрень, типа с периагром мобов. Бьешь, его бьешь, он, блядь, разворачивается, бежит к твоей лошади или там куда-нибудь в другое место вообще. Well, there's like steel, and then there's like all rare stuff. Oh yeah, I saw okay, got it. We put like Kari steel and obsidian and anything that's just not. Обновление классификации оружия. Легендарное оружие теперь намного мощнее. Тяжелый атак наносит больше урона, когда применяет вторичный эффект на стойке удара. Теперь необходимо управлять. Что, блядь? Что? Ну, короче, повысили дамаг тяжелыми оружиями. И апнули немножко легендарное оружие. And with weapons right now, it's not really the case because you can get or build one weapon and keep that weapon forever just by repairing it over and over again.
So in this update, there will be a bit of a rebalance there as well, where when you repair an item, it will lose its maximum durability. You know, depending on the quality of repair kit you use, that durability may be more or less. Скорее всего, если легендарные апнут пухи. And you won't be able to keep those items forever because of that. Погоди, блядь, это все изменения? Спасибо за фоллоу, Лешика. Типа, это все изменения? Ну это же, блядь. Это же все фиксится буквально модами. The numbers are pretty forgiving, though. It's not, you know, if you guys are familiar with playing Breath of the Wild, some weapons in that game might break very quickly. Yeah, we're not gonna have. We're not trying to copy. Yeah. We're not gonna have weapons break in 3 hits. Don't worry. Yeah, your things will last long, even with the worst repair kits, but they will not last forever. Yeah, and then also as a side point, legendary repair kits are being renamed to Grandmaster repair kits to avoid any confusion with like legendary kits and legendary weapons. And then also as a side point, any journey steps that previously required to Они бы хотя бы некоторые моды на официальные сервера разрешили бы использовать. Ту же самую мини-карту. Какие-нибудь дополнительные визуальные хотя бы моды. Let us know. So yeah, obviously, like this, you know, this sounds kind of scary, but we're hoping that, and we might be able to kind of show an example of kind of what that might look like. But don't worry. Like once you get your hands on it, we're hoping that it doesn't sound as scary. And obviously, like please leave your feedback, like when you do get your hands on it and play around. Не, сегодня Discord заходить не буду. Попозже. Завтра, возможно, будет. I don't know if we didn't really show it off yet, but they cost a lot more stamina now. But the flip side of the coin is your stamina comes back much faster. Yes. So да, они забили на игру, походу, кажется, слух про Conan 2, правда, и... Знаю, посмотрим, что у них там с Conan 2 вообще будет. Пока можно доить Conan 1, мне кажется, 2... Даже думать, наверное, не будут об этом. And I'll just give a couple examples of some weapons. Like, so I think this is a one-handed sword, not a short sword. Just let me. It is a short sword. So a short sword, basically the rule is like the smaller the weapon, the less stamina it costs to swing in general. And it should feel very natural. So when I use light attacks with this sword, you can see it's taking about 20, maybe a little less, like 19 stamina. Да, стамина прям улетает. О-о-о. Трясется прям, да, реально моментально. Much more costly. They're taking more, you know, like the other ones are like 15 and these are like 20, basically. Yeah, you'll see across the board, you'll see stamina costs for attacks. Previously, I think weapon attacks cost between 3 and 9 stamina, and then across the board they'll cost from 10 to up to 40 stamina per swing. But опять эти выпады, ну ёб твою медь, какие нахер выпады? Is like almost instant. So previously it used to be like up to like almost 3 seconds. Yeah, like almost 3 seconds before your stamina starts to regenerate, and now it's 0.1 seconds. Это скорее опять, наверное, в угоду. Okay, yeah, gotcha. So it's as close to instant as you can possibly make it всяким within like our PS5, engine. So консольщикам, spending your stamina a lot faster, but чтобы сразу фиксировать цели и сразу по цели бить. So you get this overhaul to like stamina management. I think the idea is to create a more like back and forth flow to combat. Where like dodging and blocking is more important, and especially like now that enemies aren't getting like they don't become immune to the hit stun. If you land like good hits in, like you create more openings, etc., etc. And in addition to that, all heavy attacks for all weapons across the board, I believe, are going to do more damage and will apply some sort of secondary effect on hit, whether that be like cripple or sunder or bleed, etc., etc. So weapon types previously that didn't have apply debuffs or whatever on a heavy attack will now have them. It's like a weapon per weapon basis on like what gets what. You'll be able to see in the patch notes when we post them later. Yeah, and that's really an effort to reduce confusion as well, because we может быть, кстати, да. attacks, which means with some weapons you're not going to be able to do a full combo. Но думаю, мне кажется, стамины хватит на одно комбо. Сделать комбо и кувырок, откатить. And to contrast this, what I was showing before, this is the с двуручкой. mace.
You know, so those Жесть, она attacks are жрет. significantly more costly. I think it's something in the ballpark of like 45 stamina. Yeah, per swing. it drains a ton of stamina, yeah. But ideally also like now also maybe you want to actually put some Блин, points задержка все равно большая. in grit. That's the thing. So now if we actually go back and we put points in grit, which I saved some up just for you guys, you know, we can actually swing it and we can actually do the whole combo now with just a few points in the stat. Yeah, and then with the regen perk also you just get your stamina like super duper fast anyway, so you can just like kind of dart in and out of combat. Наконец-то And time она your swings better быстро instead of just, like, kind of восстанавливается. sitting there and hoping Это to стамина. face tank it or you know hoping that your enemy is still hit stunned by it or something like that. Yeah, speaking of that too, we're also starting to work now on the ability to rotate while you're performing an attack. So I'll try to make this not too nerdy, but there's a certain window of time after you commit to an attack that you'll be able to turn your character to continue targeting while you're swinging. Right now, one of the things that feels worst in combat is when an enemy is walking kind of near you or past you, and you swing, and you were aimed at them whenever you started the attack, but then they just kind of sauntered past you, and then you miss. So now you'll be able to keep tracking that target and hit it as well. It's not going to be like an aimbot, like it's not a guaranteed Right, hit, yeah. But it's like if I do this heavy attack, when he's winding back, you know, until he actually brings that hammer down, I can re-aim the attack. Yeah. So like the idea there is to bring down just make it feel more fluid and like less like clunky, relatively speaking, considering you're wielding a giant hammer or axe. Yeah. And then someone in chat also made a comment about it, but Так, а что там про амазонок-то? heavy attacks from like this mace, for example, Просто might cost a biteable? ton of stamina, but like I believe we're also substantially increasing the damage of heavy attacks for most things. Yeah, and in chapter 1 there are some heavy attack buffs, but in chapter 2 that's when you'll see it hit full force. Yeah, I think sorry. I was just gonna say we want to make it feel like it was worth the stamina cost that you paid for it. Yeah. And again, in play testing, like obviously we want your feedback on it. So if you really feel like especially in testing, like if Скилл you на feel like быстрое it's just восстановление. not Они же worth это, it, прокачали please его let us know, на because 25%, we can который change that before восстанавливает. it goes live. Сейчас гораздо быстрее, But типа. yeah, across the board, like heavy attacks will probably, depending on the weapon, will probably do between like 5 and 20. Они типа, а вот для вас, ребятки, типа, и прокачал его на 5 Which is exciting. And then like a единичек. bunch of other like things like changes to some of combat multipliers, and I think change to shield durability and a couple things. Tons of things in the patch notes. And of course, also since you were also talking about like a little bit of the extra like Skill wiggle room dagger for targeting, spam. we're also Даггерами adding some постукай. updates to how targeting functions. Ну, даггеры, as они, well. в принципе, и так I сами think не outside of жрут this base, there should много be some like elephants already that you can just like run out стамины, and, если честно. go find. But I know a lot of folks have. Okay. I mean, you can just. I think it's right out the door. Okay. But we know that, like, you know, something that a lot of folks have mentioned is something I Гигантские personally have бородатые also run амазонки. into, is when you're facing off against really large enemies like a dragon or a mammoth. Они будут сну делать. It just locks onto like their one point, and you're just kind of like sitting there, like struggling to have the camera like follow. Да не along, думаю, and, наверное, мне кажется, что они прям people with like motion sickness issues also kind of have issues with that. чисто по повесточке пойдут. I don't want to just stare at. Anyway, you all know the pain. So there's multiple target anchor lock like points now on like, for example, on this all the mammoth's legs. So now instead of, like, desperately trying to target some anomalous blob inside their body, you can actually like target their legs, and each one is an individual point. So like, if you move your target, Ну, вот смотрим, разработчики individual point. переделывают, короче, переделывают систему боя, добавляют свистопеределки. Короче, вот 3 главы будет. И дела. Новые сезоны пропуска, короче. Вот такая вот. Да, я бы не сказал, что танцоры мужчины по повесточке. Это же, в принципе, и раньше было. Такая дичь. Ну, как дичь. Каждый ублажается как может. Вот, я об этом и говорю. Ну, что это, блядь? Почему он бегает за лошадью? I'm behind the camera. Yeah. So Nicole's in the back over here, just like, reading chat and relaying questions to us. There are concerns with these stamina changes in regards to sorcerers and corruption. Right, I did see Жесть, that. он ни разу не попал дубинкой такой, блядь, сделаю режим бога и просто ваншотну его.
you pretty much have to invest in grit if you want to be using sorcery Oh, like ёpt. that and still fighting in combat without your followers doing it for you. We still might make some changes here. I'm not totally sure yet. I did playtest several days recently Короче, по playing кругу the maxed бегает. out corruption build with the stamina changes, and you have to select an appropriate weapon and probably use some stamina gear. But if you max out your grit and you wear clothing with stamina on it, it's really not a problem. And I think that players, even regardless of having corruption or not, will find that to be the case. So, if you still feel like, hey, I don't have enough grit and I want more, you can still max. Блин, они it out добавили and лошади wear хотя бы stamina хоть один gear, атакующий and скилл, have, типа перед тем, как just as убежать, easy он a time as отлегает. now. But that's Ну, типа опрокидывать врагов, там, не знаю, или отталкивать хотя бы. Потому что, ну, блядь, обычно лошадь себя так не ведет, она не побежит просто так, она начнет скакать, начнет You're a monster, right? в разные стороны I'm копытами just have дрыгать. Yakety Sax playing on repeat right now, just watching these wolves chase this poor horse around. Like, Если уже нет варианта убежать. Your horse, your poor horse. Oh, as an aside, also I should say, so like creatures like wolves Ну, либо, and such да, like либо that, легает across хозяина the board хотя also бы. gonna be much dead. Like they have lower health across the board, but deal more damage to you. And so like a pack of wolves were already not super easy to fight, but when I was testing Бедная лошадь. these things out at this base, I ran into that pack of wolves outside and immediately got slaughtered, like instantly. I was like, oh shit. Well, I can speak a little bit more to that too, because that's also kind of in our plans, going forward. We're working on some more systems that we think will come in the second chapter that will limit the number of enemies. Я тоже не знаю, для чего лошади перк сила. As we test, Перки as вот we эти go вот. through camps and play with the game in a different way than we've played with it before, we find that like fighting a stream of enemies is really the most fun. So we're going to try to have Он ударил enemies по basically волку, manage themselves а in a волку way that срать, they- он they дальше don't бьет have to be лошадь. necessarily one at a time, but it might be 2 or 3 at a time at most. Well, anyone else Ну, that это would be бред, это же engaging with бред. you is kind of just background noise, like taunting in the distance. And that actually might be a good segue to talk about camps as well. Yeah. So we've done a pass on all of the camps in Exile Lands and in Sipta. And we've kind of changed the way enemy senses Это для того, чтобы, короче, ты вкачал лошадь, Basically- понял, что эта лошадь бесполезная, пошел, Hold on, I'll взял give you guys новую the best лошадь example, because и this качаешь is- ее this is the заново. most, Вот pleasing это все version. продумано, это ж I'm just going to turn God mode on. не зря так, это великие умы придумали. Please don't worry about the logo still saying Age of Sorcery. This is still Oh yeah, all in the development. UIs Though. and Yeah, stuff are. most of it is. So you'll see some of this menu stuff is new. This is all stuff that we've been working on also. Я не знаю, проворство хотя бы давало бы лошади скорости. Yeah. So again, not Либо everything shown дольше here is not тратилось necessarily representative стамина. of, like, the final product. Oh yeah, normal sky is back. Как We'll talk more конезавод. about that stuff, the quality of life stuff as well, though. В смысле, а где But тут here's the торговцы? cool thing. So Что-то они now, пробежали мимо, whenever у них I же там run up to торговцы New должны были Asgard, стоять. I aggro these guys out front, and that's it. There's not going to be like 500 other guys coming from inside. Oh my god. Even this guy, like, look, I'm this close right now, and he doesn't even want to murder me. So yeah, we've kind of reduced the senses on us, a lot of stuff, and the cry for help on a lot of stuff. So you don't just pull an entire huge place at once. For those that really enjoyed that, you still can Leroy Jenkins if you really want to, but yeah, for most folks, like the call for help, like aggro radius on like allies or allied enemies was pretty huge, and it was really easy to just get mobbed really fast. Yeah, I would be swarmed by this. Yeah, the whole village would be aggroed on you. You'd die instantly. So yeah, like we wanted to limit the number of people that you're fighting all at once, because now combat is balanced around you fighting 1 or 2 people at most. Otherwise, it Да-да-да, becomes, они сами-то даже от фиксации it цели becomes pretty tough, пользуются. actually, or that you just have to disengage and run and hope that you can take them off one by one, or however you want to do it. Yeah. I mean, to me, it feels really good. Whenever you come in and clear one of these camps out, it feels like you're making progress through the camp. It doesn't feel like you're just getting chased by a ton of guys. And we've updated leeching rules too, so enemies won't chase you nearly as far as they used to in most cases. There's a lot going into the combat changes, and that's why I say, it's going to be hard for me to even remember everything off the cuff, because there's so many little things here and there. Yeah, and I see some people in chat also talking about, like, well, what about, how am I going to distribute your points? I mean, that's kind of up to you. I mean, I think it's reasonable to say and expect that
you know, the sort of like the meta, to use that term, will change with each chapter, with each age. Like, I think it's reasonable to expect that some paradigm changes will come up, and we will ask you to like assess your strategy or your build and come up with new things. Yeah, like, you know, keeps А things что, different. торговцы уедут? Блин, печально. Ну, еще неизвестно, когда будут. Они только пока анонсируют же. Well, I mean, you know, you can always let us know, but You can complain. it's just It might not be 100% valid. Yeah, that's the thing. Well, I mean, it's always valid. Sure. It's valid for you. Kind of. But yeah. So like we have to pick and choose, and so this is the direction that we want to go with, and you know, we look forward to the discussion and the builds that end up coming up because of these Ultimately, it's changes. about making it fun. Может, другие торговцы приедут. Хотя, что-то не показали like, ничего. ultimately we want to rule of cool it, so like if it's fun, like that's the most important thing, and obviously like fun is also a subjective thing, so we want to hear what you guys say. You play games for fun? No. Not because you hate yourself? No. I mean, I already hate myself, but you know, yeah, that's why I play online. Nothing to do with the game. Oh yeah. That's a corollary. That's totally fine. Oh, Nicole. В начале июня. So yeah, that is. Sorry, I had a little brain fart. I'm losing myself here really quick. Блин, а вайп я вообще фиг знает, когда делали последний раз. Going over some of my notes. Do we have any other questions from chat really quick? I like you, Andy. Thanks. Thanks, bud. You need a little self-love in your life. You know, that's something that I've been, you know, it's an ongoing process, right? Like self-care and self-love are all very like nebulous and sometimes difficult to accomplish tasks, especially if you have poor executive function like I do. So shout-outs to all my depressed gamers out there. Let's go. Let's go. We'll announce the dates at the end. Yeah, sorry. So yeah, we got just updated clarification on dates. But yeah, we'll talk about it in just a sec. There's a good question. Will you fix double jump Goomba builds? Yes, actually. Нет. We have a change going into this update that'll come in chapter 1 that changes it from requiring one person standing on a head to two people standing on a head. So you really have to coordinate to get the achievement now, but it will stop people from unless it's like a teleporter squash, which could still happen. It's going to be a lot harder to Goomba people. Do you mind if I just like fuck around? You can do absolutely anything you want. Do you want to change seats? Fight. Nah, that's fine. Okay. We don't have to do anything crazy like. Блин, а если они вайп сделают как раз в то время, когда торговцы уйдут? Да все, прости, прощай. Шмоткам этот из крови, ну, блин, это печально будет, конечно. Pretty much unchanged. Climbing, sprinting. The jump, we mentioned jump earlier. Jump's not a ton more expensive anyway. Like Andy, if you do it right now, I think it's like 10 stamina. Yeah, it's 8. Yeah, it's 8 stamina right now, but I think if I had double jump, it increases. Well, there was no charge for the second jump before. Oh, that's right. So now the second jump costs stamina as well. So you might also see the build that I also have here is a max agility build because I found out with the changes. Personal suggestion, obviously, we're not telling you how to play, but I really like rolling thrust for reasons you can probably imagine. If you're not familiar with it, after your roll, your next attack doesn't cost stamina and has increased armor penetration, so it's super fun. I really like it. So that's kind of what we mean by like, you know, the value of certain talents or the way you want to align your talents is going to be different, and we're hoping to just shake things up a bit. Yeah. Will modders be able to mod the? И, кстати, ни одного слова не было. Про фикс багов вообще никакого. Что это? Ну это же, блядь. I'm not 100% sure if that is the case or not right now. Oh, I'm sorry. Okay. What was the question? Will modders be able to mod the clan features? Oh yeah, so will modders be able to mod clan features, right? Yeah. Ну, мамонта нужно же еще воскресить, чтобы в космос отправить. Теслу дешевле. And that was one that right off the bat in the initial spec sheet I gave the team, I was like, I would like modders to be able to add their own. So we'll have to follow up on that, make sure it happened. Will weapons be getting new move sets? New move sets weapons? We don't have. I don't think there's any new move sets. А те, что не успели улететь, умерли, да? Вот это те мамонты, которые в космос не полетели. Мы их и находим по сей день. Make a baseline for the combat to be designed with better interplay.
So we might see some changes come to specific attack animations or potentially new animation sets for weapons, depending on how well that attack or weapon is doing with the standard for AI. They'll kind of dictate the way a player plays. Oh, actually, while we're doing this really quick, I think this is also a good time to just Вот эта вот херня случается, типа, с полетами мамонтов. Это когда он хоть одной из конечностей в текстурах застревает, его при смерти просто выталкивает. И поэтому они летающие... Ну, камни-роги, они, блядь, живут в текстурах, поэтому... О, новый сезонный пропуск. Что у нас там новенького? Okay, cool, yeah. So, just so y'all know, А что не показали-то? Public beta for Age of War is available tomorrow, May 23rd. You can visit our forums to find out details on how to access it. It just involves installing a separate like public beta client from Steam. You can also type, I believe, !beta to get a link to the forum. That's only for you in Twitch. If you're watching a recording, you just go to forums.funcom.com. Ля, посмотрите на нас. Мы на ваши денежки ходим к барбершопу, едим всякие вкусности, а вы продолжаете, дурачки, нам платить. И все? Someone said, "Fix the purge are broken" in chat. Fix. Where you been, dude? Ага, все-таки покажут. That's a huge part of what we just revealed. We're doing the purge. Ой, ёпта, какой же он убогий этот сет. So yeah, the first level reward is this Turanian bandit armor, which is what we're wearing on our character right now, and a special clan emblem. And so yeah, we're adding some clan emblems and other things to the battle pass as well. And of course, new emotes. New placeables and building pieces, yes. That's actually a new feature as well. Да, вот они, короче, клановые эмблемки подтянули. We're changing the emote system to work in a way that they can be contextualized. So if you have a sword in your hand, you can do a sword emote. So, you know, if you have the right emote and the right weapon, weapon emotes. So let's see if I can do, this is a nice two-handed sword. Let's see, oops. There are no plans for mods on consoles at this time. It's not on our roadmap right now. Wait, what? I think that. Repeat the question. Sorry. Yeah, sorry. Someone asked about mods on consoles. It's not on our roadmap right now, so it won't. Ну да, батл-цепь, прикольно были бы. Побольше каких-нибудь костюмчиков. Love to do because we all recognize the value that mods brings Exiles. Do I have weapon emotes involved? Actually, hold on, sorry. But it's a big task, and I'm not sure when it'll happen, but we would like it to. And then with this update, there's also going to be a lot of bug fixes. Like, it's not just new features. Absolutely. Of course, yeah. Sorry. Блин, жесть, чуваки, ну хотя бы освещение нормально выставили бы, что ли, я не знаю, ну... We're still evaluating the possibilities, but yeah, Вы же не инди-студия. Хотя бы приятно. Сделайте глазу. Exiles uses a lot of memory because it has a lot of high definition materials and textures, and mods cost memory. So yeah. Oops. Lots of questions on character transfers. Yeah? I don't, well, there's not really a whole lot we can go into about that, I think, right now. Yeah. Yeah, sorry. Wait, where are they listed? Do I have it learned? I think the command that I was given is not correct. Sorry. Anyway, we'll have new weapon emotes, so like the shield, for example, will have like a shield bash animation. If you блядь, новую анимацию хотел показать, да? Put him into like a guardian stance like this, like a sentinel. Новые эмоции, ну конечно, блядь. Apologies for that. We'll definitely be able to show them off at a later time. Is this? Did you get that? К колдовскому шкафу емкость вернули. Yeah, that should be set to true. I just don't. Да. I just don't think I've learned it, and the command that I had for it is not working, unfortunately. Excuse me, but that's okay. So yeah, we'll have like weapon emotes planned for other weapons as well, like a spear training emote. I think a couple other things as well that are be available there. And yeah, and so you'll notice that a lot of the things that we have are still like very Это let's see, Stygian themed. карта мира, типа. Because
some, Conan and Hyborian Age lore masters may call the Хайборийская. Stygians are a powerful force within the land, and they see an opportunity, and so we may see lots of them come by, or. Yep, and that'll play into the second and third chapters of this age, and it's not really. I mean, at this point, if you're not connecting the dots, the Stygians are coming to the exiled lands, in more force than they're currently there. They're going to set up a fortress in the exiled lands, and they're going to start to rake some cash into it. And it's time. They're going to build up, so it's time to build up to fight back. Yep. So yeah, sorry about not being able to show the whipping emotes currently, but there's an example of a 2D image of what you can expect to look like. So we're excited to have this, and then later on, we want to add more emotes, including like potentially like paired emotes, for example, or like maybe even fatality animation. Вот она Might be анимация, part of блядь. Chapter 3, yeah. Maybe those are the things блядь, that зима that's all, like, близко. our stretch goals for like Age of War. No, fatalities are in the plan for Chapter 3. Awesome. Yeah, so when you kill guys, it's not just going to be the incredible crash dummy explosion of limbs. Just body parts everywhere. Yeah, there will be a chance for you to really dismember them. Кстати, кто-то в курсе, как... Yeah, and of course, like having two character models like choreographed and played на другой animation сервер together is перенести. actually kind of a more complicated of a technical achievement than Блин, you а я might хз, imagine. кстати. So the more work goes into it than Вроде you might как не think. должны были убрать. Okay, we'll give that a shot. Let's see here. What? Well, so okay, for those of you messaging us over Slack, when I have a weapon out and I hold the wheel thing down, I just don't get any option for anything, and I don't think I actually have the emotes learned. So that's okay. It's okay. We'll show it off at another time. The beta is only for PC. Yes. So sorry. Yeah. So the beta is only available for PC, but of course the Age of War update will be available on all platforms that Conan Exiles is available on. So like that would be on PC, that would be on Xbox and PlayStation. And again, like the update itself will be free. You don't have to pay for like the new features or anything like that. So yeah, the update will be available for all platforms. Чтобы перенести персонажа, короче, нужно зайти в меню браузера, серверов, выбрать сервер, куда вы хотите перенести персонажа. На нем не должно быть персонажа, типа созданного тобой. Соблюдайте правила переноса между серверами. Найдите соответствующий в браузере значок серверов. После входа на серверов внизу меню нажмите кнопку «Импортировать персонажа». What other quality of life stuff did we want to go over? Because I know some of the spells that we had, like some of the sorcery spells, are going to be updated to be like toggles, for example. So like find resources and wisp. Это, короче, в настройках в настройках сервера должно быть. Buff effect. It'll just импорт персонажей. Turn it on and then you cast it again to turn it off, so it just stays with you indefinitely until you recast it. We also think we fixed the thrall decay timer. So whenever you log into a server, it won't just be a bunch of floating thralls in the world. They should actually disappear when they're supposed to. That's good quality of life improvement. Yeah, and then updates to darkness. Смотри, главное, that one's super fun. такие вот. You can kind of actually show that one too. If you want to swap over to game mode real quick. Не блочат, а когда просят их пофиксить баги, они сразу тайм-ауты кидают. So, we don't have the Blood Moon clips anymore. Metcamosis and Karak are no longer warring in the exiled lands the way they were, so everything's kind of back to normal. But you might notice you can actually see a little more as well. Right now it's the dead of night, about 30 feet or so in front of my character. You can see it's just completely black shadows. Временно закрыли трансфер. Блин, печально. So, we've adjusted the way lighting works and added a little system in to let you be able to see more in your immediate proximity at night, so you're never going to be stuck in the absolute dead of night again. You'll always be able to see a small... кстати, насчет сервера трансфера. Obviously, like, this is still super dark, трансфер, да, ёпнул, хорош. Like some да, of you пополз. Nighttime in Exiled without the eclipse has been a pretty brutal affair in my experience. So yeah, having a little bit of like a minimum light radius around you, so you can just see in front of you, is really nice. And then of course, like torches are still available. Yeah, the torch is still better. Yeah.
Let's see. Of course, yeah, the new diving animation. We saw a little bit of that. Yeah. We can, you can Scrooge McDuck if you really want to. And then, Фармленных of жрецов course, it сжато. works better if you're high Я, кстати, ни diving одного off не of that, or I нашел. guess you can slow fall and just like perpetually just stay in that animation forever. Another like other fixes and quality of life things like chicken dance actually counting for challenges. Leaving and entering dungeons won't make will now make grass behave correctly. And then a few updated drop equipment on death server options. Ой, кто сейчас разобьется? Bonk. Чё, блядь? Aw, nice. That didn't kill me? New creative mode. Ah, boo. I tried to turn it off before. А, он Thought с it этим just был. explode, hell yeah. С режимом бога, Very блядь. good. So I think we can take a few more questions from chat, and then I think then we must bid adieu because we must get on to things. Lots of people Ой, asking блядь. about Yo, new map stuff at all, or No new maps. Он бы right ща носом now. пропахал people всё asking дно about new maps. We're not doing и a new сдох map бы. right now. Age of Amazon was in fact a Со joke. сломанной шеей. I am not so negligent that I would leave an entire presentation up on both screens that shows what the next age would be, and I would certainly not write my presentation in papyrus. the classic font. But yeah, I mean, stay tuned. You know, new dungeons and new maps are things Да, that we да, can вот, and вот, покажите may больше do in the багов, future. блядь. So, if Age of War doesn't tickle your fancy, you know, keep an eye out. Одну механику добавили и I'll вылизывают, be sure you'll be вылизывают. excited about what comes after that. Yeah, because there'll be new ages after Age of War also. So because we're committed now to like again advancing the tale of the exiled lands and like changing things as we move forward. So yeah, there'll be some small changes on the exiled lands when Age of War launches as well. Obviously apart from the eclipse not being there, and then конечно. we're making maybe some other little things here and there as well. Oh, and then new armor sets coming with the update as well. I Блин, believe шлем this is a прикольный. bizarre item, but this is Мне like a кажется, Stygian или- soldier outfit. Some of you who have been playing like Conan games for a while may recognize да. this as the Только потом armor этот, that в was гроб shown будет in тебя some тяжело of the old запихать, Age of потому Conan что key ты art. будешь весь скукожен. And we're happy to finally have it realized in the glory of Unreal. О, Someone asked плащик. if the co-op dungeon would go away. Yeah, that'll still be Ля. there. It's the same as before. You enter the same way and everything. There just might be a little bit of a mess when you what get there. about the Catan caravans? Those were temporary content. All of the Conan Exiles, save for a few that you might find straggling in the exiled lands, will be gone. Yeah, they're kind of in they'll be kind of scattered around here and there. I won't say anything. Yeah. Any PvP news? Kind of. One of the things we will be doing probably in chapter 2. Мне здесь физика нравится, I вот think, is физика revamping ткани у них treasure прикольная. shows as well. So the way that you siege people or you know attack other players might change a bit. There is that. Toying with some other more extreme stuff, but I'm not sure if it will make it into production or not, so I'm not going to tease anyone with it. Yeah. Возможно, это Is все the beacon благодаря for движку. Mechamoz's area going to be the same? No. No, the beacon is gone. That was a result of the ritual he was conducting, and if you show up there, you might see why it's not there anymore. Yep. There might be something might have happened. So yeah. Battering rams. Yeah, there should be a battering ram Движение in chapter юбок 2, и повязки like a поправили. handheld one. We wanted to do a full-on like AI pushed cart version of it, but I think we just simply don't have time to put that together. So we'll do one that you can break down doors by hand. We'll probably also consider trying to do. Короче, ясно, они carry больше работали animation, над этим, над сезонным that пропуском, same carry animation for the chest, чтобы putting an explosive jar in денежку enemy's побольше hands, so заработать. if they're part of the purge wave, they come at you and you can shoot the the jar from far away and blow them all up. Эмоции, Brush. внешки. Excellent. Sick. Was the princess saved? Find out. Yeah, I mean you can check tomorrow. Yeah, right. You'll be able to see for yourself when this goes live tomorrow. Может I don't быть, have кстати, exact да, time может, when it will be- специально не it will be видят. live, but please stay tuned on the forums or on social media, on Twitter and Facebook for you can see or go follow us here. I don't know if my finger will get cut off, but yeah, go follow us here at Conan Exiles on Instagram, Facebook, and Twitter for all the latest updates on when public beta will be live for Age of War. I didn't get to wear the sickest set for everybody yet. There are no plans yeah. right now for an official server wipe. No server wipes. No, Nope. yeah. We'll pretty much never wipe servers unless we really have to. Taking away people's progress in the game is the #1 fastest way to make them stop playing the game.
So we will do everything in our power to prevent that from happening. Yeah. This is a veneer shaman armor set that will also be. Shaman. I can't remember if that's a battle pass or bazaar item, but Шаманом that will be королем. set available with the update as well. Mounts, there will be a new mount coming, but I'm not going to say what it is yet. Some of you probably have correctly People guessed. have mentioned it in chat already. Yeah, but we're not going to confirm what it is. Ibs. Блин, ну бред, ну. It's my finally Gundams. Два слова про новую механику и все остальное тупо свистоперделки там, блин, ну что за... Don't. Надеюсь, у них хотя бы с осадами And нет. we could sit here and talk Не облажаются. and show off all this stuff like pretty much all day, but we do have to get going shortly. So I know there's a ton of questions in chat. I know tons of folks will have more questions as they come up, especially when the testing period goes live. But please stay tuned for tomorrow when the Age of War Chapter 1 update becomes available for beta testing. And we'll keep you updated on like any changes or anything that comes По-любому up. на крафте этой брони нужны будут рога. Рога оленя. A new age dawning over the exiled lands on June 20th. Я не знаю, вообще ничего не показали толком. Немножко переделали броню, боевую систему и все. Увеличили расход стамины, увеличили скорость восстановления стамины. Добавили, блядь, типа то, что легендарное оружие стало более мощным. Новые движения добавили. И все. So, I think that actually about wraps it up. Any last housekeeping things? I'm going to look over here. Let's see. Also keep an eye out for... sorry. So we have a question from internally on Slack about... Да и вторая будет не очень, не особо там. Третью будем ждать. Третья там много этих. Типа осады, все дела. Во второй тоже особо ничего не будет. Setting 0, lose everything on death, which is 1 by default, or lose just backpack inventory on death, so you don't just get completely wiped on death. So you just drop like you keep what's on your hotbar and your armor, I think, and then your actual backpack gets dumped out. Yeah, so that hopefully allows for like extra granularity for like server admins or private server admins to make it just like a good middle ground between all or nothing. О, не знаю. So hopefully that helps kind Как of у них enable, там все пойдет. like still like some consequences for dying, for example, on your private servers, but like again, not all or nothing. Не, починить это не... Thanks for bringing that up. Appreciate it. Yeah. Да, переработка чистых, ну вот единственное, возможно, что интересно, там они там переработают, я вообще хз. Мне просто написали, что доработают. А что дорабатывать? Пока ничего не объяснили. Twitch drops. So yeah, we did have an issue насчет with Twitch the дропсов. Rocknose figurine Twitch drop, which is supposed to be the third Twitch drop campaign that we're running. There was an issue with the actual like placeable item in game, so we did postpone the campaign for that specific item. I don't have details off the cuff on if and or when that will be run again, but we will have we'll have other campaigns in the future as well. So again, just like keep an eye out on our social media, and I think you might even be able to see on like upcoming campaigns on like the Twitch website. I can't remember exactly where you find that, but we'll have that. And yeah, we're sorry for anyone that like was confused by the Rocknose figurine or any streamers that we're hoping to be able to help use that to help grow their stream a little bit. Кстати, не знаю там. And speaking of streamers and content creators, of course, also we want to give a very special thank you to Wack, Jordy, Kaya on Faya, and Seema for sharing some exclusive teasers across streaming and showing it off on their channels. If you haven't already, yes, these are some excellent folks within our community. We're really grateful to have them and have so many other folks just like really excited to sink their teeth in the game. Никто, блядь, внимания не обращает. Ну что за, блядь? All our other content creators, and we'll be in touch with everyone as well for future collab projects and such too. It is so fun to watch everyone speculate about what. Oh my god! Yeah. Well, when Kaya's teaser came out and the thumbnail turned into Age of the Amazon, I was like,
Сервер, I трансфер. posted the preview up Это on our один и тот же forums. I was пишет? like, what is this thumbnail guy? I was like, Нет. oh no. And then also, for those who are looking on our forums as well, stay tuned also for winners for our Mystic Masterpieces art contest, which we ran and we finished up. We're still reviewing our entries Добавим, блядь. and casting our final votes, and we'll have final announcements by the end of May. And then previously, when we were announcing the contest, we were like, you'll get the next chapter's content or battle pass. This is before we announced the Age of War, so now we can just say you're going to get the Age of War Chapter 1 battle pass. Ну да. If you won. So there's that. I think that's about it. I think that's it. Hell yeah. Я что-то хотел сказать, но я вроде все сказал. Да, блядь. Oh my god, yeah. And a lot of it at first glance will probably seem scary too, but I think once you get your hands on it and you actually get in game and play it, it's all really... Yeah, like just like we Ну, explained- когда он подходил Yeah, к этому, just like we к had Новому on- Асгарду, там же у on них stream here, справа like, we были know, like, эти a lot of торговцы, those но их там stand не changes было. and the durability Скорее всего, changes, наверное, они like, sound уйдут. really scary on paper, but we're, you know, we're confident and hopeful that you'll find it not scary and actually, in fact, Так хотя бы можно было на первых порах, типа, when you do actually get your hands on it. But again, please let с us know. улучшенными кирками, с улучшенными топорами добывать Any все. final thoughts, friend? Well, nope. Look at us. I'm just really excited. To Yeah, see look people at us. get We it. did it. We did it. This is. I know as soon as we leave this room, I'm going to think of like 5 things we didn't talk about that I wanted to. Yeah, and as soon as that door opens, I come out, I'm just gonna like flop over and fall on my face on the floor because I'm just like, oh, finally. Не, с другой стороны ломают, с другой стороны, I если do a ты lot of streams, but I уже still get really nervous whenever we не первый час stream and играешь talk в игру, about stuff, and especially то on как бы you know, just like really тебе like проще big все равно. announcements like this, you know, talking about the next like story arc and progression arc for Conan is pretty nerve-wracking. I just sit here for and me, talk, so. so it's like zero stress. Yeah. He has to actually control the show. Yeah, a lot of. I don't know. I just get really in my head. I don't know how some of y'all that do it every day do it. A lot of respect. I guess that's it, right? Like you do it every day and you just get used to it. And I'm just really anxious and hard on myself. Anyway, thank you all so much for joining us on this very special episode. Again, public beta for Age of War begins tomorrow. Full launch for Age of War begins June 22nd. Head to our forums. Let us know what you think. Tell us what your favorite kind of pizza toppings are. Yep. My name's Andy. This is Dennis. Say hi to Nicole. Come on over here. Come on over here. Just come on over here. Okay. This is the lovely. Oh, I know. It's a mess back there. The lovely Nicole. Я понял. Энди среди них самый болтливый, Деннис такой, ну, я стесняюсь. Has been back here helping talk to chat and relay messages from our Ну да. Slack channels and chat. So thank you, Nicole. Lots of love. Thank you, and lots of love to you for tuning in, watching us, supporting us, playing Conan Exiles. Till next time, friends. Да-да-да. Adios and goodbye. Любите вы нас прям обмазывать говном. Засранцы. And see, maybe, yeah. Вот такие, короче, пироги. There. Чё это было, блядь? Они вернулись? Чё за херня? О. Все, типа. Трансляция каюк. Да. Думаешь, запись была? Хотя, не, они же вроде читали. Что ж, на этой, можно сказать, и одновременно печальной, и радостной ноте, что хоть что-то новое они завезли. Будем, наверное, прощаться. Увидимся завтра. Завтра, ну, пораньше постараюсь запуститься. Завтра надо будет тоже с делами разобраться со всеми. Вот такие вот пироги. В общем, короче, подытожим. Ничего нового не ввели. Никаких новых механик, никаких новых правок. Посмотрим, что будет в новой этой, блядь, Age of War. Но что-то они даже не объявили, когда, что стартует. Ничего такого. Но это же бред. Ну ладно. Будем надеяться, что они не сильно будут затягивать с этим. Блин, сейчас я включу.
Ссылки не очень, конечно. У меня, скорее всего, Найтбот, наверное, ссылочки кирает. Сейчас прокачался и станки вывесил. Ну да. Посмотрим. Да, гача у него тут за работы. Метеориты, да? Этот мод. Блин. Нет субтитров. О, метеориты полетели. Ни хера не бабахают. Так, а где тут мини-карта? Катана эффекты. Follows. Он типа отдельную этот вывел, да, плашку для управления рабом. Ну, прикольно, кстати. Да, нельзя с модами. Will be as meaningless as your life. Нихера, он даже в рукопашку накидывает ему. Я не знаю почему. Почему нельзя доработать? Вот типа он поменял оружие. Ну это атаку он дал ему. Или он первое время атакует типа в рукопашку, а потом сейчас оружие достанет. Или он ему... Ну вот этот вот тоже баг. Или не баг, я не знаю, это поведение, когда... он стоит спокойно, ты начинаешь моба бить, он начинает тебя руками лупить. Типа не достает оружие. О, на оглушающую дубинку перешел. Вот удобно, удобно вот это. Like the Cobra Exile, my bite is death. Set with glory in your death. Да, вот это тоже.
О, сам зелье пьет, да? Ну, когда ему типа прикажешь. Не надо каждый раз нажимать ему F. Вот я вообще не понимаю, почему нельзя было добавить от этого. Кстати, вот бинты бы им, наверное, улучшенные бы сделали. Ну, типа, когда раб хилится бинтами, чтобы этот больше хп восстанавливал, чем сам бинт дает. Потому что у рабов-то хп гораздо больше, чем у игрока. Это игрок может похилиться, он один раз... Да-да-да, вот эта вот херня, типа... Нельзя ему что-нибудь скомандовать, потому что это он начнет подбирать такую дичь. Типа в боевой этой готовности. В атакующей, в оглушающей. Это мод на управление рабом. Типа он может менять поху. Командам. Ну, короче, добавлять команды твоим спутникам, чтобы они могли не по дефолту, как он, например, ты ему кашу дал, блядь, этот дал, он все, он пошел в атаку. А тут можно, типа, поменять оружие ему. Вот такая вот вся дичь. Это что? Дамаг. Damage meters in. Wonder what just hit you so hard? Would zero out everything, so we're not doing that right now. Display ДПС button метр? in the corner here allows you to select segments. Each battle, if you like, is recorded as a segment. This allows you to swap between seeing data for the current fight, a total ДПС метр overview, хорошая штука, да. and as well the latest individual battles. Вот для тестов This could be a именно great боевых tool рабов for это DPS самое то был бы other топовый. players. The way this works is by you enabling tracking for select friends. Simply approach your friend and use the radial wheel to enable tracking. Once enabled, your friend's damage will be included in the damage meter, just like any followers. The damage will track as long as the players are within your visual range. Да много And модов, много that's it хороших for this модов, но, блин. Вот, например, тот же самый ДПС метр, он же не ломает игру официально на официальном сервере, типа, он просто показывает значение дамага, ну, блин. Так разрешите его использовать. Почему нет? Ах, не знаю я, короче, что у них в головах творится. Ладненько, давайте, наверное, прощаться на этом. Завтра увидимся, завтра спишемся. Следите за новостями в тележке, в ВК. Ссылки есть, не заблудитесь. Да, можно вводить много чего, но видишь как, разработчикам лучше свистоперделки. Ладненько, будем прощаться. Короче, всем спасибо за компанию. Всех поднял, приобнял. Всем пока-пока.